Ну что ж, друзья, всем привет, всем добро пожаловать на канал BLStream, с вами Михаил, и это Assassin's Creed Odyssey. У нас с вами 22-е стрим прохождения по данной игре. Продвинулись так мы уже, наверное, к концовке подходит, как пишут в чатике, да, игрушка. Но по возможности доделываем все необходимые с вами задачи. Задачи у нас немалые, это культисты, в первую очередь, в вторую очередь, это у нас боссы, да, которые по сюжету идет. Вот сейчас у нас предстоит Минотавр, который я вчера не убил, пробовать победить его. И это у нас легендарные какие-то боевые, как они, животные, там олени, быки, вепри и так далее. В общем-то, всем приятного просмотра, хорошего вам настроения, хорошего дня, с понедельником вас. С началом трудовой рабочей недели. Ну, а всем, кто хочет позалипать, милости прошу к нашему, как говорится, шалашу, да? И поехали. Всем привет, удачного стрима и хорошего дня. Привет, Ричард, привет, дружище. Добро пожаловать, тебе тоже хорошего дня, хорошего настроения. Спасибо. Но надеюсь, сегодня у нас будет продуктивный стрим. Вчера около 3 культистов убили, там, боссов, короче. Я там комментарии, тайминги поставил. Вот он, наш Минотавр. Ну, главное раскликаться, друзья. Что ж, лака, Минотавр. Сейчас я попробую сразу поставить, наверное, огненные. И началось. Так, стоп. У меня один момент, по способности у меня почему-то вот это вот меняется штука. Вчера, я помню, надо прыгать влево на второй стадии. По возможности. Да, огня он боится прям. Потом 2 раза по 3 печати заставлял найти, и скорее всего это не конец, меньше чем линк, больше чем. Ты у спартанцев взял добыть 3 печати полимархов, а у меня наоборот у афинян, что самое интересное, добыть у спартанцев. Добыть с трудом добыл, только еще потом 2 раза по 3 печати заставляли все. А я только вот, это, я не знаю, что это за квест, но я добыл один раз, помню, по квесту на афинян, и сейчас такой же второй квест идет. Так, стоп, друзья, а мы можем с вами изготовить огненные стрелы? Материал. Да, можем. Да как он так пляшет-то? 3 стрелы просто в никуда. Ого.
Зацепил. Ну ладно, не сильно, не сильно. Опять у меня кончились стрелы. Короче, ставим обычное. Адреналина, я думаю, оставлю сейчас на второй стадии. Рукопашку иди. Интересно, что я буду на последней стадии делать в рукопашке. Вторая стадия пошла. Ладно, братан, ты пока понервничай. Понял? Ну чё вот я стою-то? О, ударил. Я убил Минотавра. Да. Погордилась бы. Мне больше понравилось с Медузой Гаргоной драться. Это вообще... Да, надо было все-таки в этом рукопашке драться. Но самое главное вовремя остановиться от этой эйфории победы. Типа, я сейчас все победю. А он тебе раз, короче, и ваншот. С Медузой Гаргоной драться. Ну, встретимся еще, я не знаю, кто это. Что это? А, у Минотавра артефакт. Точно, точно, квест на Миссария. Это самое. Это третий. И четвертый, по-моему, Кассандры вроде как, ну, уже подсказали. Соспойлерили. Медуза Гаргона. Так, ну что у нас там получится? Да, мы медальон нашли батьки. Минотавр мертв. Спасибо за помощь, Ардес. А где папа? Я обошел весь лабиринт. Мне Она же жаль, в камень Ардес. взглядом превращает. Жаль? Почему? Слушай, Ты обещал вернуть его. Лжец! Иди назад и найди его! Ардос. Ты обещал! Он мертв, Ардес. Мертвых не воскресить. Так я вчера камень подобрал, этот амулет. Кольцо, по-моему, кольцо. Я боюсь забыть его. Не хочу его забывать. Взглядом превращает. Круто. А, вот, я нашел его кольцо. На память о нем. Кольцо отца! Спасибо. Спасибо. Надо выбираться. И Минотавр, это, блин, не, нормальный. Делать теперь.
Не знаю, Мистий. Без папы. Циклоп вообще изи был. Знаю. Вместе вы что-нибудь придумаете. Ардос. А, дедушка. Помни, ты не одинок. Всегда есть те, кому ты не безразличен. Не лезь в неприятности. Не могу этого обещать. В камень взглядом превращает. Прослежу, Мисти. Спасибо. Идем домой. Хорошо. Лаприс Минотавра, трофей, носовая фигура. Я понимаю. И твой амулет, Амулет? и коллекцию колец. Так, Слушай, вот это самое, The Richard, я знаешь, что не понимаю? Вот в Героев 3.5 играешь, есть Медуза, а есть Гаргона. Это с двух разных мифологий. А вот, допустим, здесь, да, уже не первый раз, и ты не первый, кто пишет, что Медуза Гаргона. Ведь это же, по-моему, разные две, нет? Одна Медуза, вторая Гаргона, вот как и в Героях. Там Гаргона — это бык, который взглядом убивал. Василиск еще, который в камень ставил, но это тоже другая мифология. И Медуза есть. А почему именно Медуза Гаргона? Я всегда задавался этим вопросом, что-то, может быть, надо на Википедию залезть. Ну, типа, это два разных, как я считаю, названия. -1 к затратам адреналина в режиме ярости. Это что такое? А, ну типа... Подожди. В режиме ярости. Ну типа, если ты используешь что-то с яростью связано, то он забирает -1, что ли, затрат адреналина. Это получается, если тратишь 1, то ты на талант вообще будешь не тратить адреналин. Так что ли? Получается. Еще сюда поставить плавание. Дыхание под водой, да, вот это. А, ну это дубина плем... Тут у меня 15 урон убийца. Ну-ка. $85 000. А, показатель-то общий идет. Вот оно чё. О, ну как. Значит, туда надо плавание либо убийца ставить, чтобы вот здесь не терялось. Так, у меня тут это сфинкс, это минотавр. Тут змея, окей. Лев есть. Ну, круто, круто. Красиво. И твои мемуары. Твои мемуары. ты не закончил. О, боги, ну нельзя же все время что-то красть, Ардос. Знаете, что главное сейчас? Это правильно, правильно. Это сохранится. Но я... Так, смотрим дальше по заданию. Нам, по-моему, уже предстоит, в принципе, певка. У нас герои певки. Так, а это где? Короче, вот этот где-то. Ну, вот где, я не понял. На Ахея, это на Ахея, это не то. Так, Сокус вступит в морское сражение, если ослабить обсидиановые острова. Это, по-моему, у нас... А это где? Вчера мы про него также узнали. Письмо осьминогу. Как раз мы убили культиста одного на море. Осьминога, а второго в крепости. В крепость вчера брал, которую... Так, наш мудрец откопал. Что-то я не вижу. А, прошлой ночью мы потопили небольшой флот. Великолепное было зрелище, когда я увидел так. Ты был прав, однажды я стану правителем, и тогда миссары и жители уже узнают. Сейчас направляясь на запад, у нас есть враги в водах. Это тоже где-то в водах. Так, это общество Гетера, выманить что-то там. Это на Лемносе, Ахея. 4, ну тут остался один. Вот, сведения на певке. Певка. Арена там тоже певка. Короче, на певке. Хорош.
А, по заданиям-то я не посмотрел, чем делать-то. В итоге... Нет, топор классный. Вот, ищите артефакта на Лесбосе. Это там где-то вверху. А мы еще с вами певку не сделали. Ту-ту. Блин, артефактов еще добывать и добывать. Так, спартанские солдаты создавать и бросить. А, это сюжет. По-моему, вот это сюжет. Здесь у нас Нейлиди. Это остался вепрь, который, как мне сказали, вонючку испускать. По поводу, кстати, какого-то отравления надо... Или... Как она называется-то? Ожоги, отравление. В общем, надо этого... Доспех, который урон переводит в здоровье. Арена вот находится на певке. Вот, наверное, его надо взять. Так, Гефест. Вот, встретитесь опять в певке. Минотаврические подвиги. А вот по поводу печати. Да, Ричард, дружище, вот она. Это я на Афинян. Ну, я не буду, я что-то мне не очень хочется-то. Я вроде как в Спарту возвращаюсь домой, а сам буду при этом предателем. Копье Леонида. Ну, тут еще много квестов. Давайте для разминочки я возьму какой-нибудь. Выполню. Какие-то мертвые души. Куда это я? Где? Откройте мне глаза. О. Мне что-то подсказывает, что это квест бесконечный. Что-то подскажет, что квест бесконечный? Ну, я не знаю, честно. Что-то тоже, да, как-то странно. Ты выполняешь, и при этом ни конца, ни края. Ну, давай мы сегодня хоть одного журавлика-то убьем. Он меня же ведь ищет, друзья. Золотой топор. Я вот почему-то вот начинал играть, я почему-то думал, что показатель, ну, показатели оружия, допустим, чисто вот ты одел, у него показатели, ты усиливаешь. А тут как бы ты ставишь два оружия, и у тебя урон учитывается вот от этих, от общих показателей. То есть, если даже вторым слотом усилю, там, допустим, воина, а буду пользоваться другим оружием, то он тоже будет на это действовать. Золотой топор. Не, вот здесь надо поставить что-то, попридумать. Топорище мощный. У меня элитным противником и боссом еще стоит. Такой с факелом по пустыне бежишь. Ассасин, да? Типа в стелсе. Так, лады. Чего тебе, старик? Я умираю. Я чувствую, смерть уже близко. Но прежде я должен кое-что сделать. Поможешь мне с последним желанием? Давай, отец. Дам тебе все деньги, что остались. Я не могу отказать старику. Что сделать? Я обещал жене отвезти ее в колыбель Зевса, полюбоваться красными цветами. Это прекрасное место. Но она ушла к Харону до меня. Я так и не сделал этого. Всегда находились какие-то причины. Дети, война, что-то еще. Ты должен был попытаться, нам всем есть о чем сожалеть. Мог бы постараться и показать ей цветы. Я корю себя за это каждый день.
Так что я должен сделать? Нарви для меня красных цветов на вершине горы Ида, и я возьму их с собой. Когда отправлюсь в Аид, отдам жене. Небольшой букет. Принеси его мне. Я буду ждать Мисти, но времени мало. Понимаю. Давай, поможем. Давай, бать. Вчера это самое смотрел кино. Смотрел, может быть, кто этот. «Мумия» с Томом Крузом. Новая. Там тоже типа Сет, вот это вот царство мертвых там. Ну, так можно посмотреть. Вроде неплохо смотрится. Так, гора Ида, самая высокая вершина в Миссаре. Цветок растет на вершине горы Ида, что в колыбели Зевса. Что в колыбели Зевса. Ух. Пелопоннесская война длилась. Не успела я. Длилась что-то. А по поводу вот этих багов, квестов. Ну, кстати, а почему и нет? Может быть и... О, вижу. Типа недоработка. Я вчера где-то XCOM смотрел. Мисти, говорил старик. Вот же он. Цветок. Ага. Цветы. XCOM вчера смотрел второй. Там, ну, играет еще до сих пор в данную игру. В целом-то игрушка-то залипательная, пошаговая строта. И до сих пор там чинит какие-то... Парень все радовался, стример. Починили какие-то перки, навыки, там, которые не работали. Представляешь, когда она вышла, XCOM 2? Смотрел фильм «Балбесы». Балбес? А что это такое? Сейчас столько фильмов уходит. «Властелин колец». Я вчера-то, в принципе, говорил. Что-то там, это «Матрица», правда, я не думаю, что-то там прям вау сделают. Еще какие-то там фильмы кассовые. Игры вчера смотрел. Выхода, это есть канал GT, как он, GT, что-то такое. Тоже подписался с него. Российские разработчики выпускают много игр. Какой-то Пионер, там, DB, Бифоны, вот это вот, наподобие Девишки. Якутские разработчики. Потом Страта, Партизаны. Там, блин, там столько игр реально колоссальных. Одни выходы, только плати монету, а не то я рассержусь. Когда я не видела его таким спокойным. Надеюсь, он уже с мамой. Цветы, это ведь Это дочка уже пришла, да? глупый старик. Вот зачем ты ушел из певки, чтобы нарвать цветов для мамы. Глупый, упрямый старик. Возьми. Спасибо тебе, Мистий. Он дал обещание жене, а я обещал ему. Мне нечего дать тебе в награду. Мама очень обрадуется цветам. Когда она была жива, ты ей их не дарил. Блин, печальная такая история. Так, а что здесь это теперь? Восстание на Гартине. В зубы смотрят. Месть подают холодный. О, вот это я точно возьму. Месть подают холодный. Все. Где-то я это уже видел. В каком-то, по-моему, фильме. Балбесы, балбесы. Что за балбесы? Какой-то русско? Комедийный приключенческий фильм. 1985 года выпуска, а сценаристы Крис Коламбус и Стивен Спилберг. А, вот еще «Парк юрского периода» выходит этого Стивена Спилберга, новая, это которая. Тоже хотел бы. Я вообще про динозавров залипаю в фильмы, какие бы там они ни были. Даже сейчас, если включить, я могу посмотреть еще раз. Все 5 там, сколько? Старые 3, первые 3 части, потом новые, по-моему, 1 или 2. Стивена Спилберга. Неплохо. Балбесы, говорит. Я еще знаю один комедийный к семейному просмотру. Это Джеб и Молчаливый Боб. Там наносит ответный удар, либо Догма. Тоже где-то 90-х годов, по-моему. Бен Аффлек там, Мак Деймон. И эти два укурка. Что нужно? Покой.
подаришь мне это, Мисти? Обалдец, наверное, мы смотрели Что у все. нас есть? Просто я что-то не беру внимания, смотрел или не смотрел. Скажи о случившемся. Последователи Ареса сжигают наши дома и приносят целые семьи в жертву. Эти малаки отравляют жизнь всем грекам. Они должны страдать, как мы, чтобы живые смогли обрести покой, а мертвые были отомщены. Но это чуть-чуть другое, Мы с меньше, копьем чем поможем. Линк, больше, чем... Спасибо. Ты не представляешь, Чуть, как говорит, это другое. важно для нас. Скажи, где прячутся последователи. Последователи Ареса живут в пещерах среди гор колыбели Зевса. Я выгоню их. Последователи Ареса? А, все, мы их уже походу убили. Это когда мы этому лучнику помогали. Отправились к Аиду. Спасибо. Это что-то другое, Надо чуть-чуть. тебе отплатить. Ну да, там если семья, в семье уже там хотя бы 16+, то да. Это такие шутки тоже немного не то. За все нужно платить. Особенно за мое время. Я понимаю. Жаль, что мы не можем дать тебе больше. Что-то я не то выбрал. Показался дерзким, но косарь сбрил просто. Ладно. Хороший квест мне понравился. Я уже там где-то их нашел, этих бандитов. И при этом раз, короче, и сдал. Мы недавно, знаешь, какое смотрели? Блин, как же этот мультик? Действовать осторожно. С семьей сидели, наверное, недели 2 назад. Вообще прям понравился. Там, блин, как же он? Там что-то одним словом, по-моему, мультик про Йети, как его домой пытались вернуть. Проходя Агуга. Такой добродушный. Мисти, для тебя есть работа. Так, давай, давай. Что за работа? Работа опасная. Мы оба можем погибнуть. По-другому не бывает. Сейчас опять какого-то видели этого. Бэтмена перевыпускает. Но правительство Матрицу будет перевыпускает. вмешиваться в войну. Тут тоже приходит в гости там одна подруга, рассказывает историю. Типа у нее спрашивают, ты знаешь каких-то этих? Типа, как его, военачальников исторических? Командиров там каким-то. Ну, вообще, кто там жил раньше? Парень там молодой отвечает. Да, говорит, знаю, кто? Джек Воробей, говорит. Я, говорит, просто, говорит, со смеху каталась. Как в Comedy Club спрашивают, да, ты смотришь исторические фильмы? Какие? Да, смотрю. «Властелин колец». Исторический фильм. Сейчас я, ребят, минуточку пойду умоюсь. Не, ну типа я не к тому, что я блистаю знаниями, но это вообще из фильмов, из фантастики. Да, там, ну хотя бы промолчать можно в таких ситуациях, если ты ну, действительно не знаешь. Джек Воробей, говорит. Сейчас я, с вашего позволения.
Во, да, Ричард Эверест, точно. Вообще прям бомба мультик. Ну, к семьей так посмотреть, позалипать. Война — это смерть и расходы. Я знаю цену. Война будет разрушительна, но это на благо Гортины. Что ты Фильм задумал? «Эверест», кстати, Я тоже предводитель хороший, Буле, основан на и реальных после поражения событиях. в войне Совет должен выбрать нового лидера. Им стану я. И тебе нужно срубить пару голов? Всего одну. Сюда прибыл посланник из Феста. Хочет заключить мир с Гортиной. Его смерть А по-моему, я смотрел, но... между нами и Фестом. Что я получу? Тебе хорошо заплатят за работу. Если я не ошибаюсь, то это не наш фильм. Там вроде как рассказано, когда пошли какие-то горняки... Ой, как горняки, что я несу-то? Как они? Группа, короче, пошла, попала в метель, их там спасали, а они там, в свою очередь, выживали. По-моему, вот этот фильм. Такой он не первой свежести, вроде бы он. Значит, развяжем войну. Но мне нужно кое-что узнать. Прежде чем начнется война, нужно ослабить Гортину. Уничтожь припасы, выкради ценности и убей проклятого посланника. Да, возможно, кстати, он и культист, может быть, будет. Где найти это? Давай разузнаем. Этот вестник мира ночует в доме предводителя, а днем гуляет. Альпинисты, да, вот их называют. Я Убей его, горняки, и блин. возложат на Гортину. Вообще что-то. Зачем нужно уничтожать припасы? С оружием и припасами из крепости Дедала Гортина может победить в войне. В крепости Дедала хранится немало ценностей. Если их выкрасть, Гортина ослабеет. Вот этот квест, в принципе, интересно. Смотри, он говорит, выкрасть какие-то драгоценности, убить какого-то посланника, и при этом он придет, типа, к какому-то правлению. Тут либо посланник что-то, такое чувство, что вроде как из культа, либо он сам как культист. Значит, развяжем войну. Ну Ты да, ведь знаешь, что про делаешь? альпинистов и как Мы хорошо многих всё продумали. оставил там. Приходи, когда выполнишь работу. Вы находитесь близко. Да, там что-то он потом, они его в итоге, по-моему, спасли, там что-то жуткое обморожение там было, там тем более спасли их и небольшое количество. Ну да, такой фильм типа попереживать. Не, вообще на реальных событиях, и когда передают, может быть, не в точности, да, там прямо от и до, но хотя бы какую-то, ну, скажем, правдивую историю. И ты переживаешь, правда, действительно так было там, как-то на подсознание. Да, это супер, я люблю такие фильмы. Я помню, даже в детстве смотрел кино, может быть, тоже там кто-то смотрел «Три танкиста и собака». Я больше за немецкую овчарку эту переживал, за пёселя. Ух ты, там же этот. Ага. Так, двоечка, троечка. Я, знаете, что хотел? Можно поменять вот эти вот способности местами? Нет? Нет, нельзя. Ну ладно. Так, посланник посещает Агору в Гортине, что в наследии Миноса. Посланники ночуют в доме предводителя. При понижении стабильности региона посланник становится уязвимым. Адреналина у нас с вами мало, чтобы сразу зарубу устроить. Да куда ж ты прыгаешь-то? Все, тихо.
Только не подожгись. Отлично. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно. Главное, спокойствие. Нас уже пропалили. Никто не слышал? Пропустил я таки сундук. Между нами горы. Тоже фильм прикольный и тоже про снежную ловушку. Не, вот это я не смотрел. Я даже вертикаль-то особо не смотрел. С этим, с Высоцким. Спартанцам будет нелегко навести порядок. Я мало таких фильмов смотрел. Про вот эти вот альпинизм. Альпинизм, как он? Спартанцам что-то там, да? Куда ты? А ты как? А куда он побежал? А, мне его спасти надо. Вот это я... Он спал, короче, а это квест. И побежал, это посланник. Все, он там нажаловался. Да, мне его... Нет, подожди. Мне же его убить надо, все правильно. Тут не про альпинизм. Про крушение самолетов в заснеженных горах и выживание в них. Воду его. Привет, Спекурошка, привет, добро пожаловать. God of War играл? Нет, не играл. Не играл, видел немножко геймплея. А, про крушение самолета. По-моему, там две части, если я не ошибаюсь. Там как они выживали, короче, да? Каннибализм там вот это вот присутствует. Старое кино такое. Старое кино, блин. Вроде смотрел очень давно.
Может быть, и это фильм. Готово. Гортина Готово. Дальше дело за тобой. Хвала богам. Вот, держи свою награду. После войны Буле избирает нового главу. О, еще Венец ТС. У нас один золотой, один простой. Не, God of War видел геймплей, но не играл. Я, чтобы в целом не портить картину, о данной игре как-то помню со стрима даже ушел. Нет, это не тот фильм. Он относительно новый односерийный. Относительно... Не, ну там может быть, как бы... Одно кино было. Я просто к тому, что... Мне показалось, что там было две части, ну, первая, вторая. Благодаря тебе мы одержали победу над Фестом. Как и обещал, позаботься, чтобы тебя включили в совет Були. Мне стало известно о ваших разногласиях с Птолемеем каким-то. Птолемеем, вот. Если он станет мешать, я устраню, держи. Просто кинцо такое было уже знакомое, когда это самолет разбивается там в горах, и они, чтобы типа выжить, начали те, кто умер при падении, короче, поедать. Где-то в горах. Ну такой, 18+ фильм. Мистей! Да, ты! Мне есть что тебе предложить. Не хочешь ли... А God of War, не знаю, какие-то смешанные были комментарии. Смотрел, наверное, месяца 3 назад первую часть, по-моему, God of War проходил. Все классно, графика классно, но там нифига нету. Просто машешь и машешь комбинациями. Но это не моя точка зрения. Это в чате писал народ. Говорит, что тут вы, говорит, интересно нашли, машет и машет. По сути, там, по-моему, лор интересный. Ну, геймплей вроде ничего, так красочно. А по факту, блин, двумя талантами пользуешься. Я работаю только на себя. И я не делюсь славой. Но вся слава достанется тебе. Я всего лишь предлагаю работу. Но о каком деле идет речь? Я делаю луки из редких материалов. Так. Мне заказали лук из самых лучших клыков. Мне нужны клыки рыси, львицы и акулы. Могу и тебе лук сделать, если ты мне поможешь. Рыси, этого и акула. Я добуду клыки, если скажешь, где их найти. У акул, кстати, зубы, а не клыки. Это мелочи. Клыкастый лук звучит лучше. Итак, вопросы? Вопросов у матросов нет вопросов. Скажешь, где найти акулу? В море, например? Ну, я, До осьминогов, если бы не продавал бы... зубастых тварей. Да, возле маяка мы вчера там одного культиста поймали. Здесь, на Крите? С этим нам крупно повезло. Одному богачу везут львицу по дороге из Феста в Гортину. Не подскажешь мне, где водятся рыси? Конечно, к северу от Минойского капища, что на колыбели Зевса. Но учти, рыси злые. Среди всего этого прочего, Я их добуду. рыси самые опасные. Еще эти, как они, пумы, по-моему. Или как здесь они, леопарда. Ух ты, брат, ты дал-то мне задание-то, блин. А, типа уже все, что ли? Можно сдавать? Напомнить тебе, где искать эти... Нет. Я их добуду. Спасибо. Какой-то клыкастый лук. Ладно, одна... Подожди. Одна в бухте, акула. Давай предположим, акула бухту, да? Тут есть. Я прям могу там нырнуть на месте. А, где-то он сказал колыбель Зевса. Рыси. И какую-то львицу. Блин, где там... Давай львины найдем. Напомнить тебе... Львица? Здесь, на Крите? С этим нам крупно повезло. Одному богачу везут львицу по дороге из Феста в Гортину.
Так, из Феста в Гортину. Подскажешь мне? Конечно. К северу от Минойского капища, что на колыбели Зевса. Но учти, Колыбель Зевса. Не подскажешь? Да блин. Я их дам. спасибо. Так, в Гортина... Где это? Гортина... Откуда там везут? Ну чё ж у меня память-то вылетает? Вот, из Фест. Все правильно. Вот это вот дорога. Должна быть здесь вот где-то. Да, вот она дорога, и должны ее вести. Рысь, колыбель Зевса и акул мы сейчас найдем. Давай. Посмотрим, что за лук там. Фест, Фест, Фест. Деревня Фест. Все правильно. Смотри-ка, солнце. Одному богачу, говорят, везут. А где они? Может, у меня что-то есть? Да, рог у меня есть и копыта ослиное. Что-то я не догоняю. А как они вам... А, во! Должно быть, это та самая повозка для львицы. Ну, львица всех переела, да? Видимо, занесло, и клетка львицы открылась. Так, львиный клык мы нашли с вами. Теперь мы отправляемся за кисками. Поменьше, но поопасней. Может быть, вот так придется пройтись. Ой-ой-ой. Как он там сказал? Что-то там должно быть рядом. В колыбели Зевса. Сейчас я посмотрю по локации. Пещера Рея. Минойское святилище. Может быть. Святилище, святилище. Обычно, когда ты только такой после сна, у тебя силы, прям память, все работает. А я пока не проснусь, не разбубнюсь, у меня нифига головешка не думает. Как такое может быть?
Там вроде какая-то козлятинка гуляет. И некий зоопарк стоит. Это что у нас? Укрепрайон чей-то. Поищу укрытие. А, да, ща. Много стрел в одну цель, но опасно, я согласен. Даже с щитом не устоит. Так, кого тут у нас выпустить? Благодарю тебя. О, да. И ругаться давай. Благодарю тебя и давай ругаться. Слушай, а может быть охотник с рысью придет? Где он есть-то? Где-то там продудел и пропал. Вот, наверное, здесь какая-то пещера. Герантом чего-то там. Пойдем? А, освободить узники, значит, это не то. Быстрее, сюда! Тух. Я думал, я сейчас пробел удар, а мне сразу в живот этот какой-то там кол осиновый. Если меня тут заметят, будет плохо. Я готов. Это индейцы, нет? Не думала, что выберусь. Спасибо. Я спасен. Может, когда-нибудь я смогу отблагодарить тебя. Да, хорошего дня. Ты что, финский понимаешь, да? Кто, я? Нет. А, вот сокровище.
Ой, брат. Откуда ты тут нарисовался-то? Так, а мы на каком месте-то, кстати? Давай посмотрим, наемники. Охотничьи дали, да? А что еще там нам дали? Догнали. 6-го ранга. Атропос искупления, Ксан, тип восставший. Так, дереное тлеющее какая-то. Мы на 3-м ранге. Ну, тут написано, что на арену, да, вроде как нам надо все-таки. Лена Илюлис... Понял. Надо победить, в общем. Рысь. Блин, ну где это рысь-то? Я же пещеру даже нашел, а рыси нет. Колыбель Зевса. Мне казалось, честно, что рыси находятся в каких-то неких лесах. Будь это тундра, будь это там, я не знаю, там джунгли какие-нибудь. Элла. Ну что, поехали. Эй. Так, тут мы спасали голову лучника, по-моему. Ой. Давай. Элла. Когда надо, не найдешь ни одной рыси. Тихо. Элла. Тут вчера я был. Пойдем-ка еще раз спросим. Поинтересуемся, где там рысь? Хочу воды. Воды какой-нибудь холодной. Со льдом. Прям вот вообще. А если там еще будут мята и лимончик, ох, вообще классно. Напомнить тебе, Где рыси? Не подскажешь мне, где водятся рыси? конечно, к северу от Минойского капища, что на колыбели Зевса. Но учти, рыси... Я их добуду. Спасибо. Капище. Это что у нас такое? Подожди. Снега много за окном, можно его покушать. Ага, лимоном полить, да? От Минойского капища. Что за капище? Капище, кладбище, может быть, имеется. К северу. От Минойского капища. Снега похавай, да? Да там весь этот снег в пепле. Только желтый снег не советую брать. Это да. А коричневую можно?
Так. Это я не туда, кстати, смотрю. Да что ж такое-то? Да не туда и все. А, вот он. Тут же тоже буковки есть. Это N север. Все, я понял. Давай. Значит, типа я правильно там лазил, но только я пошел, по-моему, до пещеры вон туда. Давай. Желтый, говорит, снег. Капище. Во-во-во. Вон она. Вон она, киса. Киса, блин, подожди. Еще и белая. Фу. Вон еще киса идет. А тут кис, смотри, сколько тут. Семь шкур. Где? Филипп, помоги! Рысь — это не только опасная кошка, но и ценный мех. Ты глянь их. Они как кроты. Их про... Сука. Как же вас много. Вообще трындец, блин. Белый королевский, видимо. Нифига, я, говорит, наплодился. Я тебе говорю, вообще. Сейчас на зубах такую, это, самую экономику поднимем. Подожди. Я извиняюсь. Сейчас.
Я пошел за кофе. Нет, серьезно. У меня рука отсохла. Ну просто, ну это... У меня вот здесь вот комок аж скопился, я еле дышал. Я даже не дышал, я бы так сказал. Какие они, это их... Вперед! Там столько ачивок можно выполнить, там шкур можно набрать, там зубов можно просто наколбасить и продать. Там зубы, по-моему, очень дорогие. Я сейчас поближе сохранюсь. Вот здесь вот где-нибудь. Атака рыси, ну это вообще. Сейчас, ребят, я кофейку, да, налью, с вашего позволения. Тоже. Наливайте что-нибудь. Наливайте снега не желтого. Располагайтесь, да? Сейчас. Егор, добро пожаловать. Добро, располагайся. Так, подышал я московского воздуха, налил я себе снега. Продолжаем. Помнишь, говорит, меня? Да помнится что-то, помнится. Егор, да ну много народу. Ну, ник я вроде как вспоминаю. Где-то был. Чё нет-то? Приветственный стрим, да? Располагайтесь. Московского воздуха снега не жало. Дричер, блин. Все, понеслось. Хохотунчики напали. Так, где это семейство Рысевых? Опять у меня эти слетели билды. Ты спас Канса? О. Нет, я все иду к этому. Я медленно, уверенно иду к этому. Поехали. «15 минут обильно клацать мышкой. Потом, наверное, надо будет ее менять. Слезь с меня.
Королевских надо лупить. Синий борец, встречает Новый год. Тише. Клёп, да погоди ты, Клёпа, ты чего? У меня еще Клёпа тут орёт, бегает. Рысь! Мне ХП надо. Филипп! Ну, Филипп, ну ты... Желтый-желтый снег, синий-синий, как встречает Новый год в городе. Рыси! Рыси! Ну, там осталось немного рыси. Клёпа, ты еще не жужжи мне. Чего ты зовешь меня? Куда? Куда ты меня зовешь? Прям зовет, вот. Иди на стрим, иди залази на стол, иди. Она, походу, чесать себя любит и зовет, чтобы ее почесали. Да что ж такое-то? Ну, последняя рысь, ну как так-то? Офигеть их тут.
Серьезно, за мной еще охотник, что ли, едет? Сейчас, секунду. Просто рысиный кайф, я не знаю. Чу-чу-чу. Вот это сейчас, вот это я сейчас проснусь, вот это адреналин пошел. А вы говорите NPC. Смотри, какие NPC тут. Всем NPC. Ох, отвалит мне! Заберу тебя с собой! Брат, давай выйдем куда-нибудь. Что тебя тут вообще не видно? Это самое, что хотел спросить. А вот, ну, просто интересно. В Вальгалу, когда играете, там тоже, да, такие перки, типа луки, там, да, там ближний бой, дальний бой, там, ну, ближний бой тоже, там, топоры, копья. Выбираете же ведь? Я, наверное, с луков поиграю. Хотя я не знаю, там, какие еще обилки. Поверишь, что случилось в Миссаре? Хотя... Но мне очень интересно с лука. Вот этот особенно залп. Теперь наша задача в глубокое Синее море отправиться. Да, там уже и щиты есть. А, и щиты даже там есть. Не, ну я к тому, что здесь слишком вот это вот сильная вещь, двоечка вот этого урон, да. И вот этот кортик в копье кидаешь. Ну, не кортик, а копье Леонида кидаешь. Вот. Но лук, вот этот заряд, там сколько, 9 стрел в одну цель. Это, блин, это реально прям, я не знаю, мощно. Представляете, 9 стрел, это же 9-кратный урон. Хотя двоечка она критует, да, по сути. Там урон от убийцы, а тут урон охотника. Можно протестировать. Ну хотя... Ты с лука так не подерешься, как с копья. Все-таки копье это немного стелсовое. Мистик, меня обязали сделать лук, состоящий только из клыков львицы, рыси и акулы. Нет ли у тебя их клыков с собой? За каждую рысь я возьму по 1500, наверное. Я отдам Вот там тебе то же клыки, самое только имба если ты 2 хорошо за них кинжальчика. заплатишь. Конечно же, зубам я знаю цену. Устроит ли тебя прекрасный клыкастый лук? С таким луком ты всем покажешь зубы. Ладно. Лук, достойный Артемиды. Лук бойный, Не, ну 30 кесов опыта, это, кстати, прикольно. Но лук... Просто синий лук. Подожди, а второй лук... А, второй лук я же не могу использовать.
Почему-то 2 оружия ближнего боя можно использовать, а 2 лука, к сожалению, нет. Вот там то же самое, 2 кинжала имба. Ну там, наверное, все-таки обилки немного другие. Так, на лесбусе подождет. Нам сейчас надо с вами отправляться в Певки. Все, хватит здесь квестов, это вообще. Так, это вепрь. Вот, арена Певки. А, это лабиринт затерянных душ. Ох. Просто то чувство, когда в игре нужна реакция, а ты только такой, знаешь, залипший. Дай-ка я вебку пониже чуть. Вот так вот. Вот так правильно, да? Нормально все, видать? Да. Все нормально. О, Минотавр стоит. Нужно следить за кошелем. Ага. Там еще один Минотавр. Минотаврические подвиги, по-моему, какие тут надо совершить. 2 кинжала и имба, да? Мишанька, добро пожаловать, тебе хорошего дня, располагайся. Московского воздуха и воды тебе снежной. Мы тут, Мишаня, же угораем. Попить, подышать. Туристический район. Туристический район. А, в наше время. Зайдем, как истинно ассасины, сзади. Это, Егор, ты про Кассандру там все спрашивал. Я же тогда вроде как это немножко ответил. Что сейчас буду стараться пока что убивать культистов всех, находить культистов, чтобы потом Кассандра, ну, скажем, у нее не было этих отступлений. Знаешь, каких-то ходов отступлений не было, а мы такие, опа, мы уже все. Мы всех твоих этих культистов повышибали, твой весь отряд. Певка прекрасно. Я, к сожалению, не был. Москва, Владимир, это где я только бывал. И во Владимире то исключительно я ездил в гости. Мне тогда было, по-моему, 17 лет. Вот, работал на стройке. И эти каменщики были... Ну, они дом строили. Мы с ними подружились. И мы как молодые такие, ну, типа, пацаны подрабатывали на стройке. Вот один из них, это самое, предложил мне съездить к нему в гости во Владимир. Я там где-то 3 дня гостил. Походили по знакомым, он меня на дискотеку отвел, я там зажигался, там танцевался. А так с удовольствием бы в каких-нибудь городах, конечно, побывал. Знай, как победить Минотавра! Здравствуй! Приветствую в Певке! Это Арсений. Минотавра и всемирно известных туник! Туники! А Минотавра мы уже убили, типа? Один размер для всех! И как один размер подойдет всем. Меня зовут Арсений. Как говорит Если один. хочешь узнать, как победить Минотавра и стать знаменитым Ты героем, был, да, в Певке? я могу рассказать. В этом нет нужды. Я убил Минотавра. Думаешь? Ты убил Сейчас топор покажем. Минотавра? Был тяжелый бой. Много крови. Тяжелый бой с человеком в маске. Тебя одурачили. Тут еще Но один не бойся, минутовый теперь ты в Певке. У нас все честные. Обманщиков совсем нет. Молодец, парень. Расскажи мне. Не боишься, что кто-то украдет твои всемирно известные туники?
А кто? Это для минотавров. Еще один Минотавр будет. Серьезно, что ли? И на статуе. Минотавр — серьезный противник. Помни мой урок. Он ненавидит, когда его колют, особенно острым оружием. Это его единственная слабость. Смотри, это статуя Минотавра. Сам Минотавр может быть меньше. А где остальное? На холме. Ее не смогли удержать, когда переставляли. 2 погибли. Их разрубило пополам рогами. 2 рога, 4 половины. Даже статуи Минотавра опасны. Да. 2 рога, 4 половины. А у нас сейчас вилки. 2 удара, 4 дырки, да? Статуя Минотавра. Не, 8 дырок. 1 удар, 4 дырки. Ты Сэм мне в подметке не годится. Нет. Я знаю истории о Минотавре. В них Тесей больше похож на героя. Что ж, спартанцы всегда лучше дрались, чем думали, да? Может, ты и в Медузу веришь? Продолжим наш поход. Здесь, в Певке, герой всегда прав. Сюда. Смотри, это не камень, а помет Минотавра. Он только что здесь проходил. Странно, что мы его не видели. Может, тут кто-то какой-то... Секрет. Может, тут какой-то, типа, некий поклонник Минотавра в виде человека, ну, я не знаю, или кого-то там, знаете как, ну, типа, есть такие совсем поклонисты. Помет, говорит, Минотавра. Тут сейчас Минотавр был бы, я не знаю, тут все село бы разлетелось, ну, именно с кем я дрался исключительно. А помет Минотавр... Я его не знаю. Кто? Минотавр не любит Кто-то домой не донес, наверное. Честно, я разбираюсь в Минотаврах. Здесь любят Я уже Минотавра. 27 лет в этом деле. И вот еще один секрет. У нас обманщиков нет, и я уже 27 лет в этом деле. От горшка 2 вершка бегает. Спекулянт, блин. Ты не младший однажды займет мое место. Славный малыш, славный. Воины из всех уголков Греции приезжают сюда, чтобы сразить Минотавра. Они надеются добыть его голову. Но пока никто не преуспел. Но если выпьешь эликсир из копыт Минотавра, то получишь его силу и победишь. Ну, такой часоплет, вообще прям. И от чего может вылечить этот... Не, может, правда будет Минотавр, я ж не знаю, правда. Всего, что беспокоит? Горло, старые раны, зуд в местах, которые не почешешь на людях? Он вылечит сожаление о потерянном времени. Да! Зуд, который не почешешь на людях. Ну, спекулянт, ну вообще, лекарство, копыта Минотавра. О, Откуда у 27 лет, говорит, я в этом деле. Минотавра? Сделал из копыт Минотавра, что непонятного? Все в Спойлер названии. будет. Ага. Дай угадаю. Эликсир у тебя с собой? Папа всегда говорил мне, Будет не выходи из пересадка. дома без толченых копыт чудовища. Пригодится может все. Даже эликсир. Будет инфосотка. Ну, понял. Мудрое вложение, мой обеспеченный друг. Идем. Это не все, что тут есть. Эликсир из копыт дали. Вот, слушай, ребят, вот я что-то тоже немножко не понимаю. Может, вы, как знающие, разъясните мне, не знающему. Ну, типа, Минотавр 1, лабиринт Минотавра, да, там по мифологии. Тесей же ведь с ним бился. Там тетива была натянута, вот это вот, с которого он потом выбрался. Как он опять появился, этот Минотавр там? Лабиринт. А это тут все какая-то прям... Вот я зашел в город, но тут видно, что какая-то спекуляция. Какие-то эликсиры, копыта, что-то там, рога, память. Ну, поклоняются, типа, ему, понятное дело. Они верят в него. Я не говорю, что это я сломал статую Минотавра, но не говорю, что это был не я. Клубок, что ли? На этом тур окончен. Это все?
Ты ничего не рассказал о Минотавре. Мои клиенты всегда довольны. Можешь заплатить моим приятелям за выход. И еще раз добро Там пожаловать в туризм Певку. же. Иди отсюда. Чеш ни одной монеты. Что? Ни одной? Я заберу все! Вперед! Осторожней! По-моему, этому чугану надо ремня всыпать. За вот такие спекуляции. Эликсиры, блин. Братан, дай-ка я развернусь-то. Там туризм. Да, туризм. Не, ну я понимаю туризм, но это же Дурилоу прям чистейшего 27 лет, говорит, в деле. Вот это вот вообще топ просто. Ну тут они его почитают, это видно. Иди сюда. О, а ты молодец! Ты прошел проверку разбоем. Да-да, не все ее проходят. Ты заслужил скидку на туники Минотавра. О, знаешь что? Это был славный тур. Тур Я так дружбы. понял, яблоки эти, Я они заплачу тебе за него. контролируют сознание, Вот, и раньше вроде огромная плата контролировали за первых тур людей. истинной дружбы. А высшие Приятно расы, то иметь есть с тобой боги, дело. правили ими. И еще. Потом Я ищу они человека по имени освободились от Мелит. рабства. Влиятельный мужчина, вечно ходит в маске. Сейчас прогрузится смс-ка. О нем. Я Но прочитаю вот обязательно. тут Леандрос. Он знает тут всех. Он может тебе помочь. Леандрос. Стоит с ним познакомиться. Эй! Да? Каково быть мистием? А, неплохо. А в итоге он нам заплатил. Не, ну типа, вот тот парень, который потерял отца в лабиринте, и кольцо у него было. Вот он бы, мне кажется, как-то более ответственно подходил бы к этому делу и показывал лабиринт, но не впускал бы в этот лабиринт никого. А хотя там уже Минотавра не было. Энергии, видно, изменяют обычного человека. Мишань, ты это что ты написал? Завязывай. Какие, блин, яблоки? Яблоки контролируют сознание и раньше вроде контролировали людей. Это Адам и Ева, что ли? А высшие расы, то есть боги, правили ими. Я просто не понимаю, это ты сейчас за всерьез? Или ты просто как бы по лору, по игре? Яблоки, говорит, контролируют сознание человека. Ну, про Минотавра и циклопов. А, яблоко и... Ну, вот эти вот яблоко и демо, ты имеешь в виду? Все, понял. По лору игры. Нет, а мне кажется, то, что здесь вот эти яблоки, они тут... ну да, он в итоге-то делает их как вроде как яблоко и демо, которым мы еще в первой части там за нее дрались. В какой серьез, Ох, нет, я просто что-то сейчас нахохмю весь. Да, возможно, боги, ну, как-то, не знаю. Меня бы в психушку отвезли. Интересно. Вот, я так думаю, что это чисто боги так делали.
наделяли каких-то, ну, могущественных сознаний некими артефактами, чтобы люди во что-то верили. Наверное, так. Мне говорит, психушка, ты какой серый. Ну да, циклоп, минотавр и так далее. Ну, а мы, получается, копье Леонида, у Кассандры меч, а у этого посох там. Узрите его кровавые копыта! Узрите его Теория испачканные Поляконтента внутренностями Джордж рога! Цикал. Биться насмерть самым свирепным воином Греции. Выйдите один на один с мифом, с чудищем Минотавр! Да ты могучий воин! Ты пришел за почетом? За славой? За неизбежной смертью? За всем, кроме последнего. Тогда ты здесь ради Минотавра! Но Минотавр мертв. Я его убил. Минотавр уже мертв? Прости, но ты ошибаешься. Тебя одурачили игрой теней и страшным одеянием. Здесь же обитает стопроцентно подлинный живой Минотавр. Один тип работал в Я тебе не вру. Швейцаром, Убей его двери и станешь открывал в отель. знаменитым, И как подумал, да я Тисей. напишу книгу. А также И заберешь получил домой целую теорию. приспевки. Кстати, ты не убил Минотавра. Вот главный Минотавр. Я не убил Минотавра, это я услышал. Ваш Минотавр умрет. Значит, у нас есть соискатель! Настало время испытаний! Предварительно. Вы сейчас серьезно, что ли? Я Минотавра не убил. А что это было в начале это? Расскажи о Минотавре. Сейчас, ладно, посмотрим. Не человек и не зверь. В Китае вместо наркотика яблоки. Его рога остры, как клинки, а клинки остры, как... Рога? Нет, не так. Вечно путаю. Яркий образ. Видел его своими глазами? 100 раз. И скажу вот что. Из его логова еще никто не возвращался. Увидишь. Ты что, сказал предварительные испытания? Перед встречей с Минотавром нужно пройти 3 героических испытания. Мы не можем отправлять людей, только сошедших с корабля, на убой. Таковы правила. И что Интересный именно меня квест. ждет на испытаниях? Испытание силы, где против тебя выступит лук. Интересный квест. Хорошо. Испытание меткости, где поможет лишь зоркость. И испытание стойкости, где твоим противником будет вода. Одно из испытаний заплыв? За нос меня вздумал водить? Что? Да как ты? Этот самый Да главный как тебе это в Минотавр. голову пришло? Совести у тебя нет. Что самое интересное, что это все тут маркетинг какой-то. Ну да, им раздувать, им типа как-то зарабатывать надо. О каком Слухи пускать. ты говоришь? Это богатство на всю жизнь. Тем воинам, кого убил Минотавр, деньги уже не нужны. Из них и состоит приспевки. Для того, кто сможет победить Минотавра. Вы забираете деньги у мертвых? Поверь, большая часть этих денег идет в специальный приют для детей, чьи родители были зверски убиты Минотавром. Пивка край Ясно. туризма и героизма. Да нет, какой главный Минотавр? Главный Минотавр это вот, который был от богов произведен, от которого мы вытащили артефакт. А это что-то какая-то, мне кажется, тут Дурилова. Имя Мелит. Не может быть 2 Минотавра. Чем-нибудь. Я вот у вас, кстати, спросил, этот Тесей его же убил, а как мы повторно его убили? Нет, не говорит. Ну, победил, я имею в виду. С таким именем. Ладно, давай, я готов. Я пройду их все. И заплыв? И заплыв. А затем уйду с головой Минотавра. Замечательно. Не забудь взять жетоны Еще у как судей, может чтобы меньше, доказать чем мне Линк свои больше, успехи. Еще один воин пришел спасти нас от длинных очередей и дорогих Я сувениров. сам офигел, но он правда главный Это моя Минотавр. жена Кора. Редкая красавица и...
всегда говорит то, что думает. Сейчас диалог пройдет, а то у меня чатик завис. Прошу, слова отнюдь не самое важное. А, еще как может. Я сам офигел, но он правда главный Минотавр. Ладно, сейчас узнаем. Не все воины живут ради славы. Семья всегда будет важнее. Согласна с тобой. Я так всегда и говорю мужу, этому трусливому слизняку. Эй! Это Че это у меня там? наша дочь, Ваша дочь? Амара. Все залипло. Она... Ребят, я сейчас появлюсь. Что-то подзалипло немножко. Да и хватит об Амаре. Здесь рядом неубитый Минотавр. Трах, бах, жаркий бой, реки крови. Подумай о славе, подумай о призе певки. Прошу, поверь, в певке все не то, чем кажется. Решив одну проблему, можно решить все остальные. Немедли, герой. Предварительные испытания ждут тебя. Не больше 3 героев за раз. Покупка сувенирной продукции обязательно. Легендарным и беременным воинам и узаконенным богам, а также полу и четверо богам и иным аллюрам. Принимать участие воспрещается. Сейчас мы к кузнецу глянем. Только лучшие товары. Продать. Главный Минотавр, говорит, здесь. То есть я там 40 минут гасил, это был не главный, а тут типа главный. Так, убийцы, шанс крита. Нет, у меня нормально лук. Воин от... О, от мечей. Ну-ка разобрать. Тут у нас воин-убийца. Так, стойкости вот это разберем. Я не знаю, тут как... Вики плохо поработали с балансом опыта, спецом, чтобы брали усиление. О, Тесея, нагрудник Тесея. Я не знаю, вот при разборе я эти граффити себе как бы закидываю. 50 урона крита, 20 корны. Ну классно, классно, сандали бегуна. И Тесей этот мне тоже, в принципе, не нужен. Вот это. А, клык рыси по 30. Да ладно, по 37. Он копыта Минотавра продал. Рыбы, мясо, яблоки. Фляга этого. Из копыта Минотавра. Так, 45 тысяч улучшить что-то я могу. А что мне улучшать? Нет, оружие мне точно не надо улучшать. Оружие я улучшал. Мне бы хотелось бы улучшить что-то тут из этого. А не поменяю ли я доспех-то в скором времени? Да? А это что у нас? Спартанский герой. Вот, Ахилла. Ахилла мне понравилось. Вот это переход в здоровье. Тоже интересно. Ну, 15 к мощности, это реально, это мощь. Но пока не все у меня есть данные предметы. Спартанский герой. О, способности воина. Так, улучшить. Подожди, я еще не все улучшу. $5000. Кожи не хватит. Так, а сапоги хотя бы можно? Да, можно сапоги. Доспехи дают за мифических, я уже не помню, До скорого. либо Тесея, либо Ахилла. Либо Тесея, либо Ахилла. Ну, все равно я еще пока не всех победил. Пока что не могу сказать.
Так, теперь нам испытания, да, какие-то надо пройти? Испытание сила. Пойдем. Опусти свое О, Зевс! Мои ноги! Если бы я не пытался одолеть судью... А чё, тут как-то особо не жалуют, что ли, бойцов? Больно. Ужасно больно. Я раздавлю. Харит, тщедушный боец. Ты что, считаешь, что твое чахлое тельце выдержит испытание силы? Да? Мое чахлое А я Тесея продал, по-моему, сейчас доспех. многое. Он синий. Ха! Смело! Делать вид, что у тебя есть шанс выстоять против такого слабого Ахилл супер. воина, как я. Мы можем сразиться за жетон, да, но не хочешь ли ты купить его и остаться неповерженным? Да? Сразимся? Сразимся. Ты точно не хочешь отдать мне свои драхмы? Сразимся. Что ж, начнем повержение. Зря не купил жетон, да? Чудная цена. А, так а он на мечах, что ли? Я думал, на кулаках. Я буду ковыряться в зубах твоими костями. Он только договорил, а уже на колени. Всем другой вкус. Бей, бей, бей. Алексиос, самый раз... Что я чувствую? Что это? Вкус поражения. Поражение? Побеждать лучше, да? Возьми жетон силы твой. Хорошего дня. И не бей меня больше, прошу. Так и безобидно. Хорошего дня. 3 жетона. Давай, тебе хорошего дня. Ребятам бы помочь, вот этим. Побили и валяются, но... Кто ж так делает-то? Стойкости. Так, а у нас, по-моему, с вами Посейдоны есть там. Где сундук-то? Кричат они тут. А я раз, короче, награду забрал. Так, испытание рядом тоже, да, пока что у нас есть задание. Минотавр. Не надо, будущий победитель. Слушай, лучше заплати, будущий победитель. Испытание стойкости убило больше людей, чем... Всем заплати, ты посмотри. Они все прыгают, напившись. Вообще-то да, опрометчиво с их стороны. Если переживешь прыжок, ты должен будешь забрать жетон из сундука, скрытого в темных глубинах озера. Жетон будет моим. Нет, прошу, заплати за жетон. Ты не сможешь одолеть те опасности, что ждут тебя под водой. Кто, русалки? Ты не получишь ни драхмы. Я достану жетон. Если ты хочешь умереть страшной смертью под водой, не стану мешать. Помни, мой жетон лежит в сундуке на дне озера. Туризм же. Если, что крайне маловероятно, Вообще крохоборы. выживешь, буду ждать на берегу. Как именно умение плавать связано с убийством Минотавра? Пути минотавров неисповедимы. Сколько сложностей из-за жетона. Придется лезть в воду. Типа разводка такая, да? Ну тут только что акулы вот эти вот. Опасные для меня. Вот что я искал. Куриные яйца. Потом сражаться будешь с Минотавром.
Ну, нет, тут понятное дело. Акула, конечно, куда тут? Люди прыгают. Тут даже, помните, этот наш спортсмен такой здоровый прыгнул? И то акулы его сожрали. А тут пещера. В пещеру засунули сундук. Глянь, какие. Вот они, как интересно, в то время плавали на такие большие. Вот одевали, видимо, какой-то вакуум с воздухом и плыли. Акул копьями отгоняли. Я с лука не могу тут стрелять. Воздух не звездочка, 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 вот сам тебя жизнь просто. Воздух, да, ну я же с копьем, с этим. Ахилле, как он, Посейдона. Трезубец, точнее, обилка от него. Так, следующее, да, испытание. А, вон он, этот мешок, кто за меня заплатил. Я думал, идет просто Лишь бы не медленнее заметили. полоска, а тут прям чит какой-то. А, ты по воздуху? Ну да. Вот, трезубец Посейдона и дыхание под водой. Я потом на данный топор накинул, и все. Так, все, кто, может быть, посмотрит, да, трезубец Посейдона у нас вот здесь находится, вот. Перед Саймосом. Самосом, точнее, вот здесь. В сундуке. На острове. Прайд львов там охраняет. Ну, может, у каждого по-разному, не знаю. Но у меня львы были. Почему мать? Куда они запропастились? Их мать скормит А, меня я проклятому там был. Минотавру. Похоже, это испытание точности. О, да, это испытание точного поиска моих Правда, в проклятых конце сыновей. самом. Вот как? Странное испытание. Ты растил сыновей? Нет испытания сложнее. Только пройдя знаменитое, полностью правомерное испытание точного поиска моих сыновей, ты встретишься с Минотавром. Ну, так если я найду твоих сыновей, ты дашь мне жетон испытания? Ты получишь жетон и мою благодарность. А там, по-моему, мишень в самом начале, я не знаю, как туда проплыть. Но ты в любом случае либо на пиратов нарвешься, либо на этого. Поэтому это где-то может быть, да, к концу, середине игры. Я найду твоих сыновей и вытащу их из передряги, куда они угодили. Обычно они прячутся в полях позади. Советую подготовиться морально и физически. Тебя ждет величайшее испытание. Чего? Чтобы найти твоих сыновей, мне нужно знать о них больше. Они паршивцы. Чудные, милые, но паршивцы. С ними нет сладу. Может, хоть тебя послушают. Ты сказал, что твои сыновья где-то в полях, но этого мало. Лазают где-нибудь. По зданиям, башням, в посевах. Точно! Посевы достаточно высокие, чтобы они могли спрятаться. Это чё мне? Они не Steel слушают. Force 3. Меня послушают. Не бойся, я верну твоих сыновей. Нужно найти всех троих. Поспеши, Ох, тяжко моя жена не ППЦ. поверит, что они молятся в храме так долго. В храме молятся так долго? Это он.
Так. Нашел. Вижу его. Так. Что-то как-то жестко, ладно. Спасибо. Соплей нет на носу, блин. Как чихаешь, так трындец. Летят в разные стороны щи мои. О, вот это что-то новое. Да. Сейчас, ребят, я извиняюсь. Надо секунду. Чего там будет мешать? Spellforce 3 завтра? Да, нам надо добить уже. Там осталось... По-моему, одна часть тела, если я не ошибаюсь. Или две. Ну, я не знаю, как там голова считается или нет. Да узнаем, как они... Поможет им бог этим троллям все-таки выжить в мире Эо. Где на них все охотятся. Сейчас, 2 минуты, с вашего позволения. Ребят, вопрос на засыпку вам. Кто достает пальцем ноги до носа, до своего? Пальцем своей ноги, естественно. До своего носа. Тот достает. Так, ну это убийца у нас упадет урон. Блин, ну классно вот этот молот. Вообще, он, наверное, еще полыхает, да, во всей красе. Ага. Полыхнул. Снаряжение это что? Биться. Не, у нас уже 15%. Да, 15%. Я вчера вот попробовал достать до носа пальцем своей ноги. И мое удивление, я как панда такой плюх на бок.
Бегите домой и слушайтесь отца. Или я пожалуюсь Минотавру. Ой, ненавижу тебя! Ну-ка, давай домой. А, вот здесь вот эти же можно поджечь. Штуки. Где тут? Печка, 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 где? О, горит, горит. Горит. У кого факел? Кто поджег? Я в ловушке! Беги, отец ждет. И слушай его, если он зовет тебя. Хорошо, я понял. А, там горишь, да? Еще хрюдель напал. Блин, не знаешь, кого убить? То ли хрюшку? А, хрюшку за него. Кто кого-то бьет? А, тут змея. Ого. То, что ты сломал, дорого стоило. Папа наверняка убьет тебя. Конечно. Домой. Ну, последний мальчик. Можно возвращаться к их отцу. Так, хорошо. А мы все эти печки поломали? Нет, еще одна печка. Надо влияние типа убирать потихонечку. Ух ты, блин. Вода, вода, вода. Опять чуть не полыхнул. Понял, ребят, значит, никто не достает, да, до носа? Вот и я о том же. Вчера катался, блин, по дивану, как этот панда. То влево, то вправо. А раньше вообще прям на изи. Детки, Раз. они вернулись. Да, Ты носит. был прав. Они паршивцы. Растяжки нету. Они впрямь послушали тебя. Испытание точного больше моих сыновей. Че несет этот стример? Это будет моя самая запоминающаяся победа. Так, жетоны у меня. Встречусь с Леандросом в приюте воина. А, все, пошли, пошли. А где? Вернись жетон. Так. Жетон мы все собрали с вами. Ну, давай забежим, я думаю, да, до птицы, откроем точку обзора. Потому что у нас тут еще, опять же, предстоит этих культистов найти. Сейчас Филиппа... О. Давай, давай. Ну, ты, конечно, и поскакал. Ой. Сори, тут кто-то погиб, что ли? О, руда. Орехалковая.
Блин, теща борщом накормила, только глаза протер борщом. Вообще, блин, так тяжко. Я не понимаю, как люди с утра кушают. Причем так плотненько, чтобы поесть. Моя вообще обедает, будь здоров. А потом не есть целый день и до вечера. А я так не могу. Максимум кофе с какой-нибудь булочкой там или бутербродом. Тоже Минотавр, что ли, да? Статуя. Все в Минотаврах. Горы, какие же горы. У меня тетка была в Абхазии, говорит, вообще там такая красота. Тоже горы, вот эта природа. О, тут тоже некие у нас подношения. Так, а еще точка где-то синхронизации. Певка. Певка у нас здорова. Можем отсюда ринуться, да, в певку. Плата. Земли пиратов. О! Не, факел не надо. Проверьте, говорит, если у вас темно. Вперед, Фобос! Минотавр, да, говорите? Настоящий тут, говорит, Минотавр. Здесь меня могут заметить. Все, уходим в небо. Не понял. Подожди, а это что у нас, некрополь какой-то, вход? Пещера храбрых. Горячие, да, источники. Супер. Еще 2 Минотавра. Так, а вы говорите Медуз Гаргону. Тут он тоже рассказывал. Ты веришь в Медуз Гаргону? То есть получается...
Это тот самый Мион, что упоминается в записке об арене? Чё, какой мион? Привет, воина. Ой, меня заметили. Меня заметили. Я не хотел. Простите. Надо откупиться. Смотри, вот боец, чья храбрость... Да меня тут даже собаки спалили. Блин. Он говорит, тут боец. Там, смотри, всеми подозреваюсь. Во всем. Надо в кусты. Кое-кто щедро заплатит за твою голову. Блин, он еще и лучник, как назло, а. Тебе пришел конец. Не вижу. Я нашел. Я мигом с тобой разберусь. Да как так-то? Ну, не надо, брат. Смерть идет за тобой. Скоро все кончится. Смерть идет за тобой. Я ненавижу эти огненные штуки. Но какие же они вредные. Блин, один раз попал, и я просто сполыхнул. От яда не так умираешь. Ту-туру-туру-ту-ту-туру-ту-е. Давай, вперед! Не буду я больше воровать. Близко к цели. Тот самый Мион, что упоминается в записке об арене? А, это культист Мион. Сейчас. Смотри, вот боец... Вот ваши проклятые жетоны. Жетоны сдадим. Больше игр, никаких испытаний. Я пришел за Минотавром. Разумеется, Мисти. Давно пора. Но сперва... Не хочешь ли ты купить эти великолепные жетоны на память? Срок действия предложения... О боги! Это отличный подарок. Оставь их себе. Ни одной драхмой больше. Ну, разве ты не захочешь взять что-то на память о предварительных испытаниях? Голову Минотавра. Прости. И теперь тебе осталось лишь сразиться с самим Минотавром. Готов встретить свою смерть? Готов встретить? Ну, конечно, готов встретить. По предварительным испытаниям. Да, готов. Ну вот, славно. Я, видимо, по идее, вообще не должен уже дожить. Ты найдешь чудовище в пещере храбрых на плато Дикти. И еще 2 воина прошли предварительные испытания. Можешь поговорить с ними. Они пойдут с тобой, когда будешь готов, ну, знаешь, умереть. Ты проделал такой путь. Идем с нами. Нет. Я никак не могу пропустить свой урок лепки. Так что... И побежал. Я говорю, да, я, видимо, вообще не должен был дожить до этого момента. У меня просто такое чувство. Так, еще одного, да?
Победили. И в итоге как у меня... А, я продвинулся уже, я смотрите где. Да, я сначала был, по-моему, здесь, теперь здесь. Еще, наверное, одного победить, и я стану вторым рангом. Классно. Эти храбрые души. Поговори с воинами. Это не то. Давайте мы сюда вернемся, а то я сейчас запутаюсь. Давайте это, да, с Минотавром что-то там решим. Со мной еще бойцов дали. А зачем, если, типа, я один буду сражаться с Минотавром? Зачем мне бойцов-то? Чтобы я оттуда не вышел? Выпускает стрела, которая поражает до 4 противников. Я бы хотел бы двоечку убрать. А вот двоечку бы на 4 поставить. Вот так вот. Так, подожди. Сейчас, секунду. На 3. А 3 на 2. Вот так. Вот это будет стелсовая стрела. Это по всем урон. Это как бы сплэшем. Ну, сколько зацепит. Может вообще в одну цель. А это одиночная. Вот таким вот методом. И сделаем. Ла-ла-ла-лей. А вы, должно быть, воины. Смотри, брат! Последний участник нашего отряда для охоты на Минотавра. Когда чудовище узрит нашу мощь, оно замычит от страха. Минотавры ведь мычат? Если никто не возражает, я нанесу роковой удар. Ну, или просто скажем, что нанес. Готов согласиться на сыграл ключевую роль в убийстве Минотавра, отвлекая его на себя. Смертельный удар нанесет тот, кто проявит мастерство и отвагу в бою. Значит, я буду носить его потроха, как ожерелье. Все закончится хорошо. Ну что, ты готов ехать? Убьем Минотавра. Леандрос говорит, что он живет в пещере храбрых на плато Дикти. Да начнется Минотурнир! Минотавр ест людей и обитает совсем рядом с жителями Пепла. Оп, хей, ла-ла-лей. По-моему, вот сюда дальше. Блин, меня еще наемник засек, короче. А, это тот самый. Привет, Альбин. Да туши, туши, братан, туши. Еще один идет. Мужики, да что ж вам
Жития-то не дает. Да елки зеленые. Еще и с Михалычем. Культист. Друзья, культист, представляете? Я разделаюсь с вами. Була у Тифона. Одним наемником меньше. Лук Аида. О, май. Аида там, о, посыпались там луки. А, вот он. Так, еще нашли какую-то подсказку, да? Эксеки, легенда, герой культа. Так, тут тоже певка. Помогайте местным жителям сведению. Во, сейчас. Сейчас у нас все станет ясно, кто с кем и почему. Убийца яда. Обычные стрелы ядовитые. На горящие стрелы. Война. 20 урона. О. Ну тут у нас убийцы. Ну-ка дай-ка я попробую. 25% урона элитным противникам, боссам. Клыкастый лук. Стой, не то. Да ё-моё, заблудился я, хотел стрелы сделать. Ты что ж ты меня туда-сюда? Сейчас изготовим. Не, ну чисто теоретически, конечно, это вообще класс. Воина, огня, стрелы. Но тут ни на охотника, вообще ни на кого. Хочу посмотреть просто, как стреляет. Культист. А, по наемникам продвинулись сейчас. Да, 2-й ранг стали. Теперь осталось Ленку где-то поймать. И что-то на арене выступить. Так, обычные стрелы, говорит, на горящие, да? Допустим, а если я прожал обилку отравленные стрелы, как это будет? Сначала он отравленными постреляет, а потом опять горящими? У меня, правда, от огня не стоят, лукаиды. Это обитель Минотавра. Жут. Нас ждет не слава, только смерть. Нет. Я ведь хотел быть пекарем. Я хотел быть пекарем. Инкогнито. Эх, проверю, как там брат. Да какой ты... Ты чего делаешь-то? Родина героев. Факел, блин, воткнулся. Все, пошел гореть. Буду осторожен.
Я хотел, говорит, быть пекарем и ушел. Здесь следы от стрелы оружия слишком маленького для Минотавра. Слишком маленького. Но там... Здесь живет чудовище. Их ведь не разорвал на части Минотавр. Трупы сюда принесли? Трупы сюда принесли? Какой чел там орет. Инкогнито причем. А где наемник-то? Чай с меду не попил. Я Минотавр. О! Брось все ценное и беги! И беги! Оставь деньги, и я отпущу тебя. Иначе тебя ждет смерть от копыт. Му-му! Страшно. А это копыта пришли? Буду резать вас, пока не объясните мне, что происходит. Блин, я... Сдохни, говорит. Так, а если я яд прожму? А, ядовитыми. Значит, все правильно. Прошу меня, говорит, заставили, пощади. Все, Минотавр потек. Прошлый Минотавр был молчаливее. Это, да, настоящий? Мне не хотелось бы, чтобы я был. То есть... Что здесь, говорит, происходит? Хватит крови. Убери свои рога подальше и расскажи мне, что происходит. И можешь снять маску. Леандрос? Я говорил, что здесь все не то, чем кажется. С радостью возмещу любые убытки, Прошу, они похитили мою дочь. Люди в масках держат Амару где-то в ущельях плато Дикти. Люди в масках? В каких масках? Ну, в белых, как мрамор, с кровью из глазниц. Жуткий вид. Это культ. Вся певка у них в руках. Они заманивают героев со всего мира сказками о Минотавре, чтобы расправиться с ними под покровом тьмы. Это бесчестно. Амару убьют, если я не подчинюсь. Если перестану лгать, или скажу жене, или позову на помощь, она умрет. Расскажи об Амаре. Моя дочь. Ее смех ярче, чем сам солнечный свет. Она мое счастье. Счастье, которое они украли. Им нужно мое красноречие, чтобы заманивать богачей на испытания. Они знают. Ради Амары я пойду на все. Ты сказал, что культ, люди в масках держат Амару в ущельях плато Дикти. Там очень много ущелий. Но только в одном из них моя дочь. Там стоит Закрас. Древние руины, служащие оплотом людям в масках. Каждую ночь я надеюсь увидеть ее там. Но все напрасно. Боюсь, что они держат ее в темнице под землей. И сколько человек ты обрек на смерть своими речами?
Тысячи? Больше. Но что их жизни рядом с жизнью моей дочки? Она все, что у меня есть. Но теперь ты поможешь мне, ведь так? Ты спасешь ее, да? Скажи мне, чьей помощи ждет Амара? Моей или своего отца? Будь смелым, Леандрос. Быть смелым. Да, ты прав. И я помогу дочери во что бы то ни стало. Прошу, пойдем со мной. Ты спасешь Амару вместе со мной. Спасибо. Встретимся перед руинами Закроса на плато Дикти. Там моя дочь. И там же должен быть я. Короче, культ манипулирует всеми этими... Их оружие не меч, а наша жадность. На этом спектакле каждый купец. людьми, да, там видите, как получается, что... Миф о Минотавре делает нас богаче. Дочь, короче, держит где-то там. Культ. Костюм натирает. У Минотавра вообще мощь. Стыль масла. Трудно дышать. То есть, по факту, Минотавр сам есть. Столь прекрасным. О, И он уже умер. как в этих мехах жарко. Ты Минотавр. Ты Минотавр. Ты Минотавр. Ты Минотавр. Нет, перед этим получилось лучше. Ты Минотавр, ты Минотавр. Ты Минотаврик. Минотавр я. Чего вы затихли-то? Сейчас, секунду, друзья. Не, ну это жестко, конечно. Опять культ, но нам по факту-то сюда и надо было. Тут очень много этих культ космоса. Ну как много? Сколько тут... Одного уже нашли. Тут еще как минимум двое. Мы вчера-то троих где-то забахали. Жестко. Ладно. Ничего не бойся. Сейчас, ребят, с вашего позволения, это самое, пойду поздоровкусь, а то племешка пришла. Налейте пока снега себе. Давай. Джованни, добрый день. Ты же лицензию играешь? Конечно, конечно, лицензия. Без DLC всяких, ну, чисто стандартная версия, классическая. Добро пожаловать. Сейчас я 2 минуточки и подтянусь. Что-то я сегодня другую эту лампу забыл включить. Что, можешь подсказать, какие квесты сейчас на Орехалк? Слушай, я вообще Орехалк не собираю, я тебе так скажу. А квесты... Да... Сейчас, 5 секунд.
Сейчас скажу. Секунду, насколько я проходил? Не понял? Мне сейчас показалось? Мне такое чувство, как будто здесь... А, вот он, вот, нет, не показалось, культист. Так, квест на Орехалк. Где же это? Вот, смотри, вот здесь вот. Тут он мне все рассказал про Орехалк, где добывается и как покупается. У доски глянь, пожалуйста. У доски я вообще квесты не беру. Леандрос, ты нужен ей. Доску... А где эта доска-то? Ее где-то сейчас надо в деревне тут искать. По-моему, здесь вот. Доска объявлений. Сейчас я по сюжеточке пройду, потом гляну. Вот с ним выполню. И посмотрю. А вообще в том порту, там на Орехалк. Что-то он мне рассказывал, там типа 20-40. Ну, наверное, ты в курсе. Каждый день обновляется. Ну да, он именно и просит, чтобы я посмотрел, какие квесты. Предположительно. Мистер, сюда! Это я, Леандрос! Дружелюбный Минотавр Ты здесь! В кустах, говорит. Думал, ты не... Сейчас, секунду. Я с тобой, Леандрос. Что бы ни случилось, Амара будет гордиться своим... Отцом. Вижу, ты все еще Минотавр. В этой маске я смотрел в лицо опаснейшим воинам На любой Греции. доске Правда, объявлений. я должен был лишь отвлекать их своим устрашающим ревом и жестами, чтобы на них незаметно напали сзади. Но она придает мне храбрости. Ты выглядишь смешно. Единственный, кого Алкивиад не затащил бы в постель. Маска смотреть не мешает. Смейся, смейся. Малакос в Закрасе увидят, как этот зверь бежит на них, и познают страх. Должно быть, ее держат в подземелье. Копыта и храбрость нам помогут. Копыта и храбрость. Стражи, как нам действовать? Тихо. Я прокрадусь внутрь. Оставайся пока здесь. И я могу красться. У тебя рога. Иди, и я постараюсь отвлечь страх. Тебе, говорит, рога. Я ваша честь, негодяи в масках! Минотавр зовет вас! Так, мне бы точка синхронизация. Сейчас, Джованни, если тебя не затруднит, я пройду квест, чтобы... А то точки синхронизации тут нету поблизости. Бежать потом просто неохота. И глянем, что там. Читаем. Который раз в неделю у всех всегда одинаково. Ага. Главаря разбойников, узника, древнюю табличку. Ее под землей, сказал, держит, да? Да. Это мне прокрасться он предлагает. Сейчас мы тут все зачистим, потом прокрадемся. Я так не могу просто. Как же там братан у меня? С головой буката. Ну, он там отвлекает. А что ты, расскажи это самое, что ты получаешь за Орехалк? Ты рандом сундуки берешь или конкретно какие-то вещи?
Там же вроде можно это самое, ну, рандом выбирать. Как тебе в целом игра? Да, нормальная игра, я не знаю, что ее там хейтят. Но опять же это... Возможно из-за того, что она на любителя экшен РПГ. Фига себе. Фига, вот это сплэш урон. А я что-то с каким-то ядом играюсь там. Блин, я пробел, пытался сжать что-то. Но мне по... Она лучшая. Ну, кто-то Вальгалу хвалит. Я не знаю, я не играл в Вальгалу. Вот, ну, супер, супер. Истоки мне понравились, это понравилось. Ну, а остальные только лор в основном. Здесь как бы лор такой... Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Не продолжил я, в общем, своим кортиком бахать. О, пошел. Фига себе. Ты как? Ха-ха.
Ничего не вижу. Рысь! Еще и волк, ну вы тут. А, ты, отец, подожди. Так. С лором... с лором в смысле все увижу. Понял. Найду укрытие. Хорошо. Начало хорошее пойдет. Да убери ты стрелу-то! Засекли. Станя стилем игры, я бы лучше бы одел комплект Героя Греции, не паря. А у меня все по стелсу. Давайте искать. Ну же! Да как же тебя флексит, а? Враг исчез! Ой-ой-ой. Прячься. Ну вот, прилетело. Ты не представляешь, как я это самое, меня прям плющит от огненных, а вообще от огня в целом. Тут никого. Так, надо, чтобы они разошлись. Я, говорит, вижу. Ну, блин, опять засек, а? Слушай, отвали от меня.
Там какой-то герой, короче, тоже с луком, только на огне. Собаки. Что-то вроде как разошлись. Так. Вон оно идет, этот огненный. Как-то разбайтить аккуратненько. Блин, ну я не могу прям с этим охотником. А, это Лена, это охотник, который мне нужен. Мне нужна награда. Блин. Тихо, 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 тихо. На тех вообще пофигу. Мне главное вот эти вот два охотника. Так легко от меня не уйдешь. Убийство другого наемника. Блин, он еще с этой пикой да в траве. Отлично. Добить наверняка. Есона, смотри-ка, золотое руно. О, ты какой, ну-ка. Фух. Пока... Чё? Пока все вроде неплохо. Это Минотавр Кираса, воина, показатель брони. А, герой Греции. 30. То есть можно полностью бронированным бегать. И какой-то у нас Атропус наемник. Не, лук вообще бомба. Особенно если ты огнем вот этим стреляешь по множеству целей. Так, ладно. Продолжаем, не отвлекаемся. Где они есть-то?
Там Минотавр сейчас всех напугает, зайдет. Так, табличка. Подходите сюда ко мне. Так, вроде все, да? Давай посмотрим, короче, где у нас... Так, сокровище, раз. Там вход. Так, первая сокровищница есть. Где тут еще? У нас еще главарь разбойников. Но это, видимо, в самом низу уже, да, пещера непосредственно. Так, 98 метров. А это куда ты меня ведешь? Кто-нибудь знает, когда у нас следующий матч по хоккею? Ну, я без понятия. Я что-то смотрю, там какую-то эту... фигуристку обидели, 15-летнюю нашу, которая золото завоевала. Медаль не отдадут. Спасибо. Есть. Откройте карту, чтобы найти цель. Пока нет. Нашел. Нет, я сидела тихо, не плакала. Я буду молчать. Не надо. Все, там отец тебя ждет. Встретимся позже. Поэтому я как-то что-то отдалился от этого вообще спорта, ну, в целом. Все, друзья, прошли. А, это типа испытание. Или как они... Короче, жестокое наказание, что ли. Сажали в быка металлического, поджигали. Блин. Жуть. Ты чё, залезть не можешь? Да ладно тебе. Пошли. Вон твоя дочь. Пошли, Минотавр. С твоим стилем. Не, стиль у меня вообще просто лютого. Еще с Деспирадо идет. Игры. Спас меня. Ну? Это что, Минотавр? Да. Покажись. Покажись. Отец? Ты Минотавр? Только не говори маме.
Я ждала и... Не собирался меня тут бросить? Ты просто думал, как меня спасти, да, папа? Конечно. Я бы тебя не бросил. Просто надо было сперва кое-что найти. Те, кто похитили тебя, если ты слышала что-то, что поможет мне остановить их. Пока я притворялась спящей, их главарь говорил о встрече в Кедонии. Я записала все, о чем шептались люди в масках. Надеюсь, это тебе пригодится. Друг мой, мы возвращаемся к моей жене. Она ищет Амару в приюте воина. Идем с нами. Ведь наша семья вместе благодаря тебе. Прошу. Сейчас я посмотрю это на Джованни. Сейчас гляну эту доску объявлений. Амара, ты жива? Мама! Моя семья. Это все ты? Спасибо Леандросу. Он ринулся в бой, хотя его и превосходили. Он там орал, стоял у ворот. Он храбр. Мур, да? Твой муж совсем не трус. Значит, здесь все-таки есть герои? Никто никогда не получал приспевки. Деньги убитых Минотавром помещались в хранилище. Их становилось все больше. И вот, крохотная, но заслуженная их часть твоя. Спасибо за крохотную часть? Ну да, меньше налоги, меньше расходы, ну и вообще. На твой корабль будет доставлено все, Мисти. Ты заслужил. Ой, это тебе. Трус не заслуживает быть Минотавром. Держи. Лучшая похвала. В певке оставаться Тут признался, да? Спасение Амары не останется незамеченным. Нас захотят наказать. Но мы живы. Культ космоса. Тебе у нас есть будущее. Удачи. Такая деловая-то. Пошла. Так, а мы до доски объявлений. И сейчас вернуться, там еще этот по сюжету один. Сведения о местонахождении Мелит, подсказка. 40 тысяч опыта. Ну, это много. Че у меня там? Че это за шлем? Воина, 5 урона и урон от огня. Ну, это классно. Кстати, 5 урона, общий показатель. Прям вообще шикарно. Так, вот, по культистам. Вот это, по-моему, какой-то Белос. Все данные собраны. Ну-ка, разоблачение. Культ существует десятки лет и будет жить еще много веков. Многочисленные цели культа позволяли некоторым скрывать свои истинные намерения. Так было и с Мелитом или Мелитом, который везде был чужим. Его слуги рыскали повсюду в поисках родословной Деймоса. Об этом было известно, но он скрывал, что собирался найти источник и использовать его, чтобы обуздать мощь богов. Так, а там, по-моему, в море должен быть, да, вот этот, по-моему, пират. Обсидиановые острова. Где-то я их пропустил. Сейчас найдем, ладно. Убийца здоровья, 5 секунд горения. Да, наверное, все-таки как-то надо снаряжаться уже в урон от огня. Но он реально мощный. Если от яда еще как-то могу прожить, то от огня я вообще никак не проживаю. Ну, пока ты фу-фу не сделаешь, там не побегаешь, не потушишься. Лють просто. Вот он, данный квест. Так, до доски объявления, да? Выйти на арену. Арена находится в северном побережье. Она в бухте пиратов. Здесь покоятся лучшие воины. Герои. Их немного. Но это герои арены. Их смерть была достойной. Другие лежат в безымянных могилах далеко отсюда. О них никто не помнит. Когда придет твое время, назовут ли героем тебя, Мисти? Мне суждено лежать в безымянной могиле. Не думаю.
О тебе ходит столько легенд, о твоих победах и подвигах. Но правда ли это? Смотря что ты слышал. Очень много. Великий воин и путешественник говорят, ты не человек, полубог и хозяин орла. Скажи, это правда? Все правда. А о многом ты и не знаешь. Рад слышать. Неважно, что говорят люди, я вижу все своими глазами. Будущее величие. Ты станешь настоящим героем. Я Мион. Алексиос. Если жаждешь... Я ментол, да? Алексиос, если хочешь стать героем арены и завладеть неслыханными богатствами, ты должен принять бой. Интересно. Славно. Бери мою лодку и плыви к берегу Певки, к обломкам корабля. Там долина. В ней будет вход на арену. А там поговори со Скурой. Если он увидит в тебе то же, что и я, он будет доволен. А чё, подожди, я обязательно должен брать его лодку, что ли? На северном побережье Певки, она находится к востоку от приюта воина. Вот здесь, что ли? Ладно, сейчас я доберусь. Хотя ладно, не буду я на своем пока кататься. Там опять какой-то наемник на меня. Причем наемники, заметьте, нападают не по одному, нифига. Нападает как какой-то сильный, чтобы я поднялся по рангу, и какой-то с ним дополнительный. Знак вопроса. Давай. Золотой знак вопроса. Ага. Ну, я зафиксировал. Но в любом случае отсюда надо будет идти. Ой, Филипп за мной. Так, Джованни, дружище, сейчас это самое скажу тебе. Квесты, спасибо, что подождал. Че какие-то рывки-то? Видюха не работает, а как-то... Можно просто на пассивном режиме работать. Так, амулет какой-то шарлатана, ведьмы и волки, листья и травы, награда наемника, награда... А, вот, орехалковая. Награда за спартанский корабль, какой-то контракт, стрела. Эпидемия акулы, другие развлечения. Яд в воздухе. Раз, два, три, четыре. 4 квеста получается. А вот это что ли, враг медленно, уверенно укрепляет свои позиции. Надо сделать их жизнь более интересной. Пусть им чего бояться. Яд в воздухе. Может быть, я это уже выполнил, я не знаю. Ну, такие вот квесты. Не знаю, как помогли, не помогли. Она, наверное, на низком старте у тебя. Ну да, типа, знаешь, как это самое, она работает, потом, ну, если она работает, то вообще ничего не лагает. Ну, я имею в виду, когда крутишь камеру. А если она где-то останавливается в каких-то диалогах, особо не нагружается, да, в какой-то момент, что потом приходится и все-таки как-то разгоняться, работать, то она начинает то работать, то не работать, то работать, не работать. Можно как-то просто пассивно работать, чтобы такого жужжания не было. Не, я все-таки драйвер так и не поменял. Надо драйверы все равно пробовать менять. Назад! Назад! Я прыгну! Попробуем помочь. Этого у каждого есть ради чего жить.
Но не у меня ничего нет. Я никто. Это даже не броня. Это мамин поднос. Не самый лучший. Я неудачник. Давай дадим ему броню, это мамин поднос. Для меня ты воин. Воинам присущ страх. И нечего стыдиться. Страх помогает выжить. Страх — это временно. А честь нет. Спрыгнув, ты запятнаешь свою честь. Посмертно. Поговорим. Честь. Точно. Моя деревня бедна. Ни торговли, ни приезжих. Мы погибаем. Меня выбрали убить Минотавра в надежде, что это нас прославит. Спасет, быть может. Вы видите птицу флексит на фоне? Гожусь в убийце Минотавра. Меня обокрали в первый же день здесь. И кто? Проводник. Минотавр уже мертв. Я убил его. Ты? Нет. Я должен был это сделать. Извини. Извини, говорит. Амир, привет, добро пожаловать. Хорошего дня, располагайся. Даже не став убийцей Минотавра, ты найдешь способ спасти деревню. Ты прав. Мне просто нужно всех обмануть. Не перевирай мои слова. Обман сработает. Люди здесь очень добры и слегка глуповаты. Правда? Не верится. Пусть думает, что я убил Минотавра. Деревня станет моим святилищем. Я буду как Тесей, Морис великолепный, убийца Минотавра. Мы будем жить как прежде. Какая-то мечта. Зато люди вспомнят о нас, начнут торговать с нами. Это достойная мечта. Я должен выглядеть, как подобает победителю Минотавров. Достань самый броский доспех правителя Певки и оружие, которое я якобы вырвал из рук Минотавра. Ну, то есть из копыт. Я помогу. Чтобы помочь. Ладно. Нам в любом случае надо это самое помогать. Что тебе? Там еще про культиста, по-моему, узнать. Топор, будто бы принадлежавший Минотавру. В Певке есть торговцы таким оружием? Мне рассказывали, что в крепости Лато прячут легендарный топор. Вот он-то мне и нужен. И что же в нем особенного? К нему прикасался Тесей дважды. Тесей перепробовал немало топоров. Ну, да. Но этот он трогал дважды. Вот таким топором и вошел в Минотавра. Вообще. Ты сказал про самый броский доспех правителя Певки. Где его найти? В укромном месте. Там, откуда его сложно украсть. Должно быть в его собственном доме. Ладно, я найду доспех и топор, достойные убийцы Минотавра. Только не прыгай. И не подумаю. Мы можем ему отдать, в принципе, шлем Минотавра, топор Минотавра. Так, топор находится в крепости Лата. А это где эта крепость у нас? Ну-ка. Здесь, что ли? Блин, плохо то, что это в городе сейчас будет происходить, весь этот заруб. Там даже на окраине города камеру особо не покрутишь, не повертишь. Так, по поводу культистов. Кто тут у нас? Одного нашли, второго раскусили. Милит, по-моему, где-то на воде, этот на арене. Будем искать. Ладно, давай выполним. Возможно, тут его и нету вовсе, этого культиста. Ну, тут просто дофига стражников.
А что это, подожди, они резко так с паники-то началось-то все? Вроде они как паниковать начали, нет? Опять охотники. А, вон фиолетовый, да-да-да, я вижу. Он с луком, как всегда. Правители лучники в основном. Я все равно получу награду. Да куда он пошел-то? Тот, кто это сделал, труп. Посмотрим, как ты бьешь. Дерьмо. Спасибо тебе. Егор, это самое это. Да, я там уже тебе ответил, в принципе. Но еще нет. Два раза или три раза сейчас кинжал метнул и вообще не убил его. Я то ли не пробивной стал в плане урона. Надеюсь, меня никто не забьет. Да хорош тормозить-то, что-то прям крутишь, а там нечему тормозить, там нет никого. Я все иду к этой цели, не переживай, дружище. Все иду. Я за тот квест еще, скажем так, и не брался. Фига себе залез. Почему вот они горят не так, как с меня эта вся гарь сходит прямо раз-раз за секунду сгорел. Хотя нормально горят. Гори, гори. Ты чего встал-то?
Таланты, что ли, кончились? О, дает. Хорошо, хорошо, продолжаем. Байтим, ждем. А кто это у нас там спрятался? За мной, ребятки, за мной. Doomslayer, здравствуй, добро пожаловать тебе, располагайся, хорошего дня. Спасибо большое. Какая-то там ловкая теперь идет. Блин, вот это байта. Просто бегаешь по дому. А это вообще тут залип. Ого. Блин, сколько тут охотников? 2, 3. Братан, погреться. Я с ума сейчас сойду. С этих охотников, блин, бегаешь полчаса, в итоге тебе стрела такая. Убил предводителя. Предводителя убил. Надо было выйти сохраниться, а я дальше начинаю. Тут охотников. Тут это пришла, короче, какая-то там еще топовская охотница. Сейчас будем стараться добывать. Какая же она это? Мадемуазель. Ну не тормози. Так. А что если по способностям... А, вот они огненные. Это на троечку до 6 целей, да?
Ой, ребят. Разрешите вылезти? Вот, предводитель, все, мертв. Да, наемники. Тут наемников очень много. Об этом доспехе говорил Морис. И прям броский. Доспех уже собрал, что ли? Не у того, кто там за меня заплатил, вон он. И Кортик улетел. Вот он. Блин, тут еще один. Бегай, говорит, да. Да беги. Идет по следу. Я тебя изрублю. Куда там мне сохраниться надо? Кустики какие-нибудь. Все, нормально. Так, сохранение. И там в доме еще какие-то вещи есть. Готов к бою. Вот этот мне нужен. Да ну тебя, блин, опять этот топором. Он даже не целится, засранец. Он просто махает им, а я попадаюсь. Ладно, сейчас. Я хотел этого с мешком убить, который на меня там что-то сделал. Короче, видимо, оплатил мою смерть. Ну, героя. И, короче, его хотел убить. А он меня куда-то прыгнул вообще в другую сторону. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. О, тут этот. Вот и все. Еще где-то с другой стороны, да? А, вот эти.
Так, это я подбирал. Не понял, как туда зайти-то? Да вы приколист, что ли? Весь первый этаж уже, походу, облетел. Вот куда он был зайти. Просто не в ту комнату. Да как так-то? А, Дедала. Вчера убили, Амир. Вчера я там убил в этом Дедале. Я там даже в комментарии тайминги закрепил. Там сведения было про культиста. Там не сам культист, по-моему, а сведения, если я не ошибаюсь. Так, теперь ему какой-то топор некий нужен. Холмов Минотавра. Лад расположен на северо-востоке холмов Минотавра. Холмы Минотавра вижу. Крепости Лато, что почти в центре холмов Минотавра. Но я так думаю, что это как-то, наверное, вот так вот связано. Это в какую сторону? Сорян. Да не, ничего страшного. Миссары очень, скажем, что и певка... Это не то. Что и певка, очень много этих самых культистов. Прям тут по 3, по 4. Вот миссары троих нашли здесь. Уже нашли кого-то. Сейчас еще найдем, наверное. Плюс обнаружили. Прям гнездище. Но сегодня меня больше запечатлил... Ну, Минотавр, понятно, это еще с вчерашнего стрима. Это рыси. Это просто муравейник этих рысей. Кисок. Я ведь не туда иду. В крепости Лата. Это охраняемый склад. Че я туда вот иду? Вон крепость, все правильно. Топор, говорит, к нему прикасался сам Тесей. Угу. Все верно. Это та самая крепость, друзья. И наш доспех вон там. Или кто там, топор? Тут нет, тут по-правильному вообще, чтобы играть по более профитному, надо все-таки делать переключение на ту кнопку на второй, на вторую панель, короче, навыков. И туда тоже эти навыки запихивать. Побил, переключился по стелсу на ближнем бою, в ближнем бою побился. Топор также ставить.
Или там меч какой-либо. Стабильность региона падает. Так. Окей. Подожди, а где там этот факел? А, вот он, сигнальный огонь. Пещера богатства даже есть. Да ты, брат, да спустись, ты шо ж ты? Ну... Ты вот это вот я не люблю в этом плане, блин. Трон, о. Может, сядем? И долго нам еще здесь торчать? Мы должны сражаться, гасить спартанскую армию. Только через неделю. Че, говорит, здесь делаешь? Гуляю. Я на сигнальный этот не поставил, по-моему, ловушку. А на втором слоте пинок, чтобы... Вот. Но проблема вся в том, что тут адреналина не набирается. Ну, то есть вот одна есть. Сейчас ячеечка. Я должен, допустим, кого-то сейчас по стелсу убить, чтобы потом еще была ячеечка. Там клеток нет никаких. Стой. Да попади, что в него-то камера. Ух, мотор. Вон он. Смотрите, какой лучник. О! Фига себе. Дерзкие. Винтикс дерзкие. Это что еще за винтики, блин? Что за смурфики-то? Как мне вот это вот спиногрыза поймать? Хорошо. Тебе не победить. Твоя смерть никого не
Еще один идет. Из них, по-моему, какой-то мощный. Просто нужен адреналин. Вот я не знаю, как это все сейчас делать работало. Я жал единичку, выбрал цель, он у меня не ударил в итоге, и меня ваншотнули. Это что это такое? Я уже все, выбрал цель. Почему ты не ударил, брат? Почему ты постоял, потупил и дал позволить себе совершенно другой цели ударить? Блин, я вот... Друзья, сейчас 2 минутки, надо воздуху московскому. Стоит здесь оставаться. В способностях ветки воина есть один клевый стак, который дает много урона, плюс 3 ячейки адреналина. И вижу луну днем. Бывает. А что это такое 3 ячейки адреналина? А, 3 ячейки адреналина дает. Это что такое в способностях? Я знаю, что копье Леонида. Но у меня оно не раскачано. Как будто метеорит. Как будто метеорит. А, может быть, прилетит, фиг его знает. Требуется 3 ячейки адреналина. Как пиромант. А где тут? Сейчас, ладно. Сейчас решим вопрос. Сейчас, друзья, с вашего позволения. У меня есть, а у тебя почему-то нету. А, слушай, Амир, возможно, вторую ячейку для комплектов. Купи комплект и сделай подвойно. Возможно, я, знаешь, что копье не прокачал, из-за этого у меня нету. А копье прокачать, это надо культистов убивать. Ну, то есть, поисками тех самых культистов я и, собственно, занимаюсь. А, есть на оружии, знаешь, что, какой навык? Затрат типа адреналина на -1 идет. Что-то не так. Тут кто-то меня подметил, что ли? Сейчас покажу, какой-то я там топор сегодня нашел. Ого. Була у Тифона. Так, урон огнем. А, вот, Лабрис Минотавр, топор. -1 адреналина в режиме ярости.
затратам адреналина. Вот это, походу, ну, топовская тоже штука. Ну, надо, да, пересмотреть уже немножко свою амуницию. Как-то огонь-то я уже вижу, что в разы сильнее бахает. Никого? Странно. Он сейчас может пойти поджечь, типа, этот. Но труп он не видит, хорошо. Просто минус 4. Сидим дальше. А тот как будто и не видел, да? Что? Нет, гасите! А ну Малака, как подумайте? Все? Вот он, Вин дерзкий. Все-таки он пришел. Он не забыл про меня. Души! Подходи, подходи, братан, ты там последний остался, с копьем который. Блин, не идет. Он нашел те самые первые трупы. Поезд, так, хорошо. Все, я надеюсь, что это был последний. Воу! Боги, помогите!
Фух. Все, спокойствие. Главное спокойствие. Мы справились с вами. Так, боеприпасы. Вижу. Певка региона уязвим. Еще сокровища. Хорошо, давай, поехали туда. Пока там капитан смотрит, мы быстренько. Раз. Вот топор, который искал человек с крыши. Довольно тяжелый. Сможет ли он поднять его? Теперь у меня есть все, чтобы человек с крыши вновь прославил свою деревню. Отнесу ему эти вещи, пока он не спрыгнул. Пока он не спрыгнул. Ой-ой-ой. А, вот она, да? Все, супер, зачистил. С третьей попытки удалось, но это уж вообще прям... Так, вижу там еще один квест. Давай сохранимся. Я бы на самом деле бы все-таки перешел бы больше к этому. Да, на огонь. Поинтереснее было бы. Все, ладно, иди. Я спрятался. Этим вещам ты сможешь всех обмануть. О, превосходно! С подносом матери, говорит. Хожу. Ложного спасения. Про нашу деревню снова вспомнят. Не мог бы ты, ну, отдать мне эти вещи? Конечно. Топор и доспех твои. Отвернись-ка, дай мне переодеться. Стоит на вершине, на виду у всех. Отвернись, говорит. О, выглядишь как герой. Будто ты прикончил целую семью минотавров. Что, правда? Ты мне не врешь? Не вру. Твой грозный вид даже меня немного пугает. Ого! Все хорошо! У него выражение лица. Теперь герой! Я спускаюсь! Я теперь, говорит, герой. Чувствую себя героем. Да, да. Храброе бегство. Так, он стоит какой-то квест, который мы либо уже сделали, либо он у нас говорит с философом. Нужна помощь наемника, незнакомец? Является ли жестокость основой природы? Можно ли жить в мире, или он всего лишь мост между войнами?
Лучше воевать, чем размышлять о войне. Эх ты, Ближе к да. делу. О, ладно. На смену сильным лидерам приходят подлецы. Командир лагеря неподалеку оказался жестоким тираном. Преподай урок ему и его людям. Походу, мы уже сделали. Просишь убить афинского командира. Нужно убить его. Можешь больше не волноваться. Вот, вот, вот. Все уладил. Славная работа. Это тебе, друг мой. Присоединяйся к моей команде. Мне нужны такие люди, как ты. Присоединись. Эх, певка, да, певка такая. Певка. Пересечь Эгейское море с тобой? Тут не над чем думать. Я за. Ну вот. Кстати, а что он это самое из себя представляет, да? Посмотрим. 15 урона от тарана. Да, ГГшечка. Тут мне надо на арену. А мы уже, по-моему, с вами... А, нет, мы пока еще Агата не убили. Агата и Атропос какой-то. Атропос, я не знаю, как там. Уже довольно-таки сильные, ничего себе. 4 убийцы, урона воинам, 5 урона. Ну, лук вообще шикарен. Ему еще пассивное умение поставить, а что-нибудь, вот это вот рефлексивный лук. К шансу крита от яда. Убийцы. Нет, вот этот вот, 5%. Смотри, все показатели растут. 49 уровень, надо уровень поднимать. Ему можно поставить, к примеру, урон охотника, ну как вариант. Да, у него воины будут, убийцы, общий урон, еще охотника. Ну а поджигающие стрелы и так далее. Мы можем с вами и так выбирать. Так, кинжал, это мы все с вами где-то на продаже, где-то оставим. Урон от копии. Так, тут что? Тут шикарно на стадионе, с одной стороны солнце, с другой луна, кайф. А ты сфоткай, Мишань, в Инстаграм. Фоточки такие красивые должны получиться, наверное. Так, ну что ж, друзья, теперь у нас... Вот сюда мы движемся. А что мы там взяли? Арена, да, точно. Переплыви, что-то он нам там сказал. Нет Инстаграма. Ну, ВКонтакте, к примеру. Вот, арена находится на... Я, кстати, 50-й. Я уже тоже подтягиваюсь. Блин, классно. Поздравляю. К востоку от приюта воина. От приюта воина. Так, сначала сейчас вот так пройдем, посмотрим, что это за точка. Тут у меня бухты нет никакой, тут еще какое-то место. Не, мне надо в кузницу Гефеста посмотреть, что я буду одевать, носить. Но вот этот лук, я говорю, вообще прям понравился. Все показатели там. Вот, можно поставить урон от яда, к примеру. Урон от яда, к примеру. Урон от воина, к примеру. Ой, урон от воина. Нет, чё я там размечтался? Подожди. У данного лука урон убийцы, урон воина, урон охотника поставить. У него общий урон. А стрелами пользоваться исключительно вот переключаться. Либо не переключаться, либо поставить... вот здесь вот как это переключение сделать? А как это поставить? Подожди, на боковую кнопку я могу? Ближний бой. Стой. В настройках управления. То есть переключился, пострелял с лука. Настройки. Управление. Управление. Вот. Где эта точечка?
Но это ведь не та точечка. Схема управления. Вот клавиатура. Способности. Это игра бомба, ты согласен? Да, она вообще вся серия, в принципе, бомба, если полюбить, ну, вообще окунуться в этот лор. Ничего плохого тут и нету. Ну, у каждой игры есть свои недостатки в плане лагов и так далее. Но если не обращать на это внимание, а окунаться в лор играть, то да. Игра интересна. Блин, а как мне эту поменять кнопку? Настройка управления. Вот тут нету ее. Тут вот, смотри. Сейчас. Вот смотри, вот она. Где вот эта точечка? А, это буква Ё. Тильда, короче, вот. То есть можно яд для лука поставить вот здесь, вот когда начинаешь стрелять. 1-2, к примеру. А на тильду поставить какие-то более боевые. То есть более для лука. Там огненный или отравляющий. Пострелял, будешь, погнал драться, допустим, раз щелкнул. Надо сейчас зафиксировать. Да не, Егор, я поскромнее себя чувствую. Спасибо, конечно, но я поскромнее, я в этом плане. Так, куда нам? Вон туда. Идет. Еще какой-то там охотник. Попробуем. Попробуем его сейчас одолеть. Брат, а ты куда, брат? За тебя мне дадут бой страшный. Я не сдамся. Но это не тот охотник. Тушите! Еще наемник. Копилку. Меч для жертвоприношений. Семья. О, рыси, не, все. Я пошел. Спартанец. Так, ладно, мы сейчас попробуем дойти до... С кем-то там поговорить. Арена находится на северном побережье Певки. Она так в бухте пиратов к востоку от приюта воина. Мион сказал следовать за обломками. Это военный лагерь. А че я сюда приперся-то? А, ну правильно, по отметке. А мне сюда надо. Чего? Если заметишь... Не надо, Егор. Не надо, все нормально.
Спасибо, что заглянул, спасибо, что поддержал. На этом прям огромное спасибо. Далее не надо. Все нормально. Да, и спасибо, друзья, за поддержку. Прям топ. 4 часика. Вон на аренка. Идем, идем. Так, это у нас что такое? Непонятно. Это же Скура. Чего, быстрое перемещение? Мы сейчас через верха ломанем. Так, здрасте. Дамы и господа. Воровать мы тут не будем. Тебе что-нибудь нужно? Так, что у тебя есть? Нам надо бы... Тоже 5 урона. Хорошо. Нам надо бы с вами... Деньги есть? Леса закупить. Так, металла много. Кожи закупить. Так, это у стекла есть. Нормально, пойдет. На 10. Так, этого хватает, да? Теперь нам продать. Урон воина-охотника, урон от мечей. Разберем. Так, нет, я хотел вот этот лук оставить. От воина от яда нет. Этот разберем. Кираса Минотавра, спартанский. Убийца здоровья, горение, охотничий наряд, разберем. Воина тяжелого, так, оставим. $20 афинским, устойчивость ближний бой, разберем. Следопыта, горение, воина. Разбираем. Даже змеиные зубы. Так, сломанное копье, ожерелье. Капуста, сыр, яблоки. Все, тебе, братан. Я сегодня борща поел. Так, купить, улучшить кинжалы. Это для воина. Короче, им нужен 49 уровень, а там надо смотреть. И какой-нибудь сет, я не знаю, под перки там. В общем, на сет как-то ставить... Рассказывал об арене. Нужно сходить туда. Наверное, не к шансу крита побольше, да, а это самое. Мощность умения попробовать поставить. Чисто по исключительно под лук. И на вторую панель. Добра вам, да. Так, что там с ареной? Там жестко, да? Давай смотрим внимательно. Я сейчас, наверное, за кофейком, друзья, сгоняем. Посмотрим. У нас есть вот здесь культист. Обнаружен. Потом на... Где-то он здесь. Где он там? Вот он. На Лемносе, да? Да, Лемнос культист. Уже 2. Обнаружено... Кассандра 3. Так, этот на арене. Тут еще, по-моему, кто-то на арене.
Мне бы вот эти вот захватить пирата, типа убийца сделать. Ты слышишь? Слышишь? Слышу бормотание жалкого старика. Старика. Не тебе судить о моем возрасте, юнец. Глаза меня не обманывают. Говорят, даже отсюда слышен рев толпы. Их жажда неутолима. Жажда? Битвы на арене, Мистий. Жизнь и смерть в их чистейшей форме. Любовь, ненависть, слава и гибель. И все на потеху публике. Там жестко, что ли, так? Алексиос, записка привела меня сюда, к тебе. На арену созывались бойцы со всей Греции. Эти стены давно не содрогались. Ведь героев арены не осталось. Толпе не нужны великие бойцы. Они хотят крови. Но ты, Мисти, ты можешь все изменить. Ты можешь всех удивить. И обретешь невероятные богатства, если будешь биться и победишь. Я заставлю арену снова содрогнуться. Славно. Так, что про арену? Не об арене. Она здесь уже много лет, но сейчас все изменилось. Как и многое. Да. Теперь всех привлекают лишь драхмы, не слава. А зрители приходят глазеть, как бойцы потрошат друг друга. Они присытились. Им мало убийств. Им нужна жестокость. Типа что-то как подземного Колизея, да? Расскажи мне о других бойцах. Новым участникам позволено выбрать противника. Здесь нет рабов или преступников. Только воины, готовые проливать кровь на потеху толпе. Ясно. Претендентов пока 5. Все безжалостны и кровожадны. Чтобы стать героем арены, нужно одолеть их одного за другим. Я и мой клинок готовы. Выбери противника. Ты какой! Ой, ты какой! Титий, Иванта, Белос, Клавдий. Давай с Клавдии начнем. Сражусь с царем разбойников. Ну, с самого первого. И по порядочку. Наверное, так можно, нет? Надо посмотреть, кто у нас там культист, как его зовут. Ура! Ура! Ну, хватит! Чего, волна первая? Я как сейф вот этот курильщик есть там? Монстр. Вот этот с булавами. Я же говорю, он даже не целится, просто машет. Мне очень нравится с топором. Поначалу было. Сейчас ты умрешь! Давай. Еще? У него ХП, как у Минотавра, по-моему, да? Рукавица бойца арена. 1500 драхм. О!
А опыта? Что ж, ты неплохо справился. Ты не смотрел? Я давно не хожу на арену смотреть бои. Но если толпа так шумит, возможно, она приветствует нового героя. Я пришел сюда не ради аплодисментов зевак. Я в конце концов Мистий. Да, но ведь крики толпы пробуждают что-то в твоей душе. Скоро. Не он. А, Мистий, я сразу все понял, как только увидел тебя. Ты можешь стать героем арены, как Скура. Если будешь выступать, тебя ждет долгая и успешная карьера. Нас ждет. Дай знать Скуре, если захочешь продолжить. Выиграйте все 5 боев против чемпионов арены. Так, друзья, мы сейчас это дело по культистам. Вот этот у нас Белос. Милит Белос какой-то там. Что там у нас по... 50% восстановленного здоровья в режиме ярости. А, кстати, вот он, Агамемнон, плюс ток интенсивности горения. Вчера кто-то мне писал-то по этому поводу. Использовать комплект. А, то есть... Спартанский герой могу использовать комплект, я получил. Это способности убийца. Герой Греции еще не получил. Странник серии, но это, да, это самое начальное. От воина, да, спартанские. Чисто поставил и пошел там. Ребят, сейчас я кофейку налью. Вы тоже там наливать что-нибудь повкуснее и располагайтесь. И продолжим. Сейчас у нас предстоит арена. Тут как минимум культист должен попасть. Σε όνομα Θεών απολογούμε. Συμπάτε μας κόσμοι έτοιμοι ανευκαιρίαν. Τι λυτροβολάβοντα πεσυμφωνημένα. Οι όρνηθες τεθνίκασι. Κλέψαν εν υγιές χειρίδων. Οι εγάγριον ανταυτόν. Ούτως όμως επέμενε κλέπτην όρνεα. Λέχθρια όρνηθες. Μία όρνης που οτοκίσετε. Μία όρνης που δύναται τρέχει μια νοικία. Μία όρνης που δύναται θερμάνει τους πόδας σου. Γιατί διαμφιβάλλεις? Και ο δεσπότης εισέρχεται τώρα για να εννοήσει τη βίνη, ερωτώντας άπαντες οτιδήποτε. Έφυνση, ούτε ουκ υπεμουσιμήτω. Έχομεν πόδας βαμμακεράς εξ Αιγύπτου και οθόνας Αρίστας. Έχομεν ράπτας Αριστοτεχνίτας. Χαίρετε και καλώς ήλθετε εις το μείζον πολιτήριον εν ταυτή. Ευώδια αρώματα εκ Κορίνθου και Κρήτης. Δωρέ, βοήε εκ Κυρίνης και εξ Αθηνών και ίνος εκ Τάσου τε και Ρόδου. Ή αναζητήσετε μάλλον τι, δυνατόν εστι ευρίσκειν έτη δεΐνων παρίαν. Έχομεν αγκία κεραμία εκ Κορίνθου και άλλα στινά σπουδαίας απομιμήσεις εκ Μιλήτου. Ούτως όμως επέμενε κλέπτην όρνεα. Λέχθρια όρνητες. Μία όρνης που οτοκίσετε. Μία όρνης που δύναται τρέχει μια νοικία. Μία όρνης που δύναται θερμάνει τους πόδας σου. Ήμαρτον που δεν έχω. Και ο δεσπότης εισέρχεται τώρα για να εννοήσει τη βίνη, ερωτώντας άπαντες οτιδήποτε. Έφυνση, ούτε ουκ υπεμουσιμήτω. Ερωτήσεις πείσμονες. Λέγον πανίβλα και στινές, έκλεψαν άπαντα τα νοσούντα όρνεα. Συνήργασμα με τα βλακός.
Και δηλαδή εξαμπολόμενε τη δύση τυρά αναζητήσετε εσύ των ηλαίων. Πώς γάρ εξήγε το και περισσή ναυτική αποκλεισμή. Επιήλθε αμέσως διακυρήνης έχομεν αρτοπιούς και καμίνους. Πρίαστες πονκίτας άρτους ήτινες εσύ ανεπίκλητη τη Διονύσο τραπέζι και πλακούντας όντινον ουδέποτε εγεύσαστε. Ονίσαστε άρτους κήκατε προς χάριν των προσφυλών ή προς χάριν της εις ικτίδος. Ή ζήτε ομού. Ούτως όμως επέμενε κλέπτην όρνεα. Λέχρια όρνητες, μία όρνης που ότοκίσετε, μία όρνης που δύναται τρέφει μια νοικία, μία όρνης που δύναται θερμάνει τους πόδας σου. Γιατί διαμφιβάλλεις? Και ο δεσπότης εισέρχεται τώρα ή να εννοήσει... Έχουμε πόδας βαμακεράς εξ Αιγύπτου και οθόνας Αρίστας. Έχουμε ράπτας Αριστοτεχνίτας. Λέγον πανίβλακες τινές, έκλεψαν άπαντα τα νοσούντα όρνεα. Όπιστεν του πολιτηρίου ευρύσις τη μάνδραν μετά της ύλης. Ενταυτή ευρύσις ρητίνην και ύλην έκτες Αλίας και Μακεδονίας. Εις περολίγη την εσκάπηλη έχουν συνάντιαν. Αλλά όμως ήλθες εις των τέλειων τόπων. Ναι, η ύλη ελάτης η χρήστε προσκόπας αξιολόγων νέων ένθα επιτμήματος εξαιρέτου. Σκοπής οικοδομηνικιαν μία φύς καιρών. Ανέωξα στην κατηραμένη πύλη. Ενέβαλον σε εις κατηραμένη αγρικίαν, είναι βέβαιος ότι ου φύλακες έσονται. 50% έστε καλό. Δώσ' με μια άλλη ευκαιρία. Τι λυτρό απολάβοντα πεσυφωνημένα. Ήμαρτον, που δεν έχω. Έχουμε πόδας βαμακεράς εξ Αιγύπτου και οθόνας Αρίστας. Έχουμε ράπτας Αριστοτεχνίτας. Тихо, тихо, компьютер, тихо. Все пооткрывалось. Резко. Ногой зацепил. Все пооткрывал. Так, друзья, да, извиняюсь. Поехали дальше. Выбери противника. Сколько он сказал? 5 раз. 2, 3, 4, 5. Ну вот он, Белос, по-моему, культист. Белоса, как дикую свинью. А можно тут вообще не выходить? Так, можно пропустить. Ну все, тебе конец! А, при убийстве кинжалов там еще дадут что-то, да? Раунд третий. Культист. Да чтоб тебя. Выпотрошу тебя!
Еще? Доспех Ахилла. Вау. По-моему, там еще наемник, сам топовский на арене. Копье. Напоминает мне о прошлом, о персах. Это копье убило много персов. Как и я. На поле боя. И на арене. Ты воевал против персов? Верно. Поведай об этом. Было тяжело. Персы грозные противники. Огромное войско. Свирепые воины со всех уголков Айкумены. Всей Греции пришлось объединиться. И даже этого едва хватило для победы. Единая Греция. И не поверишь теперь. Верно. А возвращение с войны было еще хуже войны. Обычная жизнь стала для нас с Мионом сложной. Она неожиданно лишилась смысла. Мы вновь обрели его только на арене. Ну, типа, солдат остался, а война ушла. Тогда ценились честь и героизм. Мой клинок утопал в крови. Но времена были другие. И я был другим человеком. Как ты стала героем? Как же тебе удалось стать героем арены? Что ты сделал? Я выжил. Мне пора. Ты показал себя истинным воином. Хорошо. Спасибо. В смысле Мишань странный? Вот, 2 урона переходит здоровье. Причем это гравировку дали. Ахилл. Ну нету у меня еще Ахилла целого. Мне еще вот это предстоит. Так, где его... Где вот этого паланта искать? Он где-то у меня найден. Это в Ахее эти. Всех 5 победи. Так, а там 6, Миш, там, понимаешь, 6 идет. И причем самый, по-моему, топовский это вот этот вот. Атропос. Выбери противника. А она вон она. Ну все 5 вот я смогу победить. Могу я вот этого Атропос сразу выбрать? Сейчас победим, да, все 5. Может быть, еще что-то дадут, не знаю. Это второй, по-моему, культист за сегодня, да? Что ж, начнем. А, она 60-й этот арена герой, а я вообще 48-й. Ладно, 5 попробуем одолеть, а дальше посмотрим.
Сори. Что-то мне мишек дали. Пропустил удар. Да что ж такое-то? Сори. О, киса. Ну, хватит! Киса там застряла, по-моему. Да, до 49-го далековато. Воин на арене не имеет других привилегий, кроме гордости, чести и славы. Скажи, Мисти, есть у тебя близкие люди, друзья, семья, любимые? У меня есть близкие, люди, которые мне дороги. А у тебя они есть? Моя дочь мне очень дорога. И, конечно, у тебя есть друзья, воины с арены. Были. Что случилось? Я герой арены. Воин номер Там один. в конце будет секретный бой. Я убил своих друзей в честном бою. Их могилы... А, секретные бои, да? Хорошо. Не, просто там этот герой арены. И оружие дают. А как же... Какая-то девочка, но она 60 уровень. Ну, 13 уровней, это вообще. Впервые взяв ее на руки, Я сейчас тут всю клавиатуру, по-моему, разломаю. больше убивать. Из-за нее я перестал сражаться. Но я не смог... А, ради дочери перестал, да, сражаться. Давно это было? Давно. Много лет назад. Расспрашивать не буду. Посмотри мой бой. Я тебе завидую. У тебя еще все впереди. Не упусти шанс. Так, убийца зверей. Урон животным. Ничего себе. Я совершенно забыл про этого легендарного, как он, вепрь, животное. А то как бы мы каждый стрим сражаемся с этими животными. Выбери противника. Я сегодня подзабыл. А, нет, не 60, она просто 6. Тити, давай, Тити. Сегодня я брошу Афинскую гору. Клёво на стадионе солнце садится, воздух клёвый. Воздух. Приезжай в Москву, московского поэта. Подышишь воздухом. Снега тебе налью в кружку, мешай. Не желтого, не коричневого, белого снега. Ну все, тебе конец. Тут уже посерьезнее, да, пошли? Блин, они уже с этими ключами. Ростовского хватает.
Верю. Тут что у нас? Блин, с щитами, я же говорю. А чё, он перестает гореть, когда его утравишь, что ли? Или типа срабатывает последний эффект? Не понял. То есть его вот эти удары я как-то не смог блокировать, когда он уже начал, да? Ну ладно. Странно, что ты еще в ногах. Да, тем не менее, хорошо тут прокачивать обилки эти. Что там еще? 250 победил. Это, видимо, кап. У них то ли резист такой хороший от огня, ну прям вообще, ты посмотри. Ага, все, сплавился. Да ёлы-палы. Сейчас капитан будет. Сокрушит тебя. Давай, братан, давай, сейчас мы с тобой.
Стой, стой, стой. Как ты так дерешься? Я фиг тебя знает. Чё ты его там ваншотишь, к стене прижал, а он это самое все равно уходит. С какой-то боевой ярости. Ну, щитами, да, сложновато. У меня нет уже, я снял эти таланта. Щиты пробивать. Так, следующий, да? Предложение работы, подсказка. Еще это культист был? Я отправлю тех, кто противится нам, к вратам Аида. Веди меня, космос! Это Делойский союз. Кондор Бык. Не было бы более жестокого человека, чем Кондор с Лесбоса, когда он сам был бойцом и поэтому собирал свои войска с чемпионов арен бойцовских ям. Их слава переходила к нему. Они сражались под знаменитым знаменами Делосского союза. Все боялись их, но никто не знал, что их жизни были предложены в качестве жертвы культу космоса. Еще этот, как он там, другой союз сделал, Пелопоннесский какой-то. Афинский герой. Все стрелы пробивают щиты, плюс 30 урона охотнику. А с какой стороны ты его прижал? Тут мы завершили, тут это уже было. А, вот он. Неплохо так. Комплект бойца арены. Восстановление здоровья в режиме ярости. 9. То есть тут еще один культист. На арене. Обалдеть. Арена — это 2 культиста получается. Это как минимум. Два. На секундочку, блин. Выбери противника. Пора бы свергнуть Василиса с его трона. 50-й. Ну, тут сейчас надо потеть. Наверное, как этими, с рысями, да? Толпа приветствует вас! Ну, хватит! Да, нет. Вот. Ну, неправильно топоры работают. Ну, трындец. Ну, просто идет, машет, как этот.
Бесприцельно. И все на своем пути сшибает. Причем, как бы, за спиной-то у нее или не за спиной. Ну вот, я о чем говорю, блин, ну это вообще... Машет как идиот, просто он даже не целится. Ну, типа, знаешь, такой, бам, попал, ура, я убил. Да фига, сейчас я вернусь. Сейчас немножко по-другому, не буду я их там травить. Я просто пытаюсь ярость накопить к последнему бою, чтобы с последним бойцом драться. Сейчас будем израсходовать всю ярость, которую сможем. А что это опять такое? А, по поводу культиста. А мы же его уже убили. Выбери. Пора бы свет. Че это затихло-то? А, пошла загрузка. Хотите лучше? Ну все, тебе конец. Ну вот, а уже пол кабины просто снесли. Горите, горите. О, хорошо. Еще держишься? Да. Совсем забываю про них. Опять размашисто кто-то махает неприцельно. Да, блин, ну. Тухни.
Понял. Ну, блин, ну ты чего? Ну, братан, ну жал же единичку, нажал, блин, ну что такое-то происходит? Ты бэкстепаешь его со спины, короче, и жмешь единичку, и она не срабатывает, он разворачивается и тебя каким-то махом убивает. Не бомбит. Просто не бомбит. Ладно, у нас, друзья, 5 часов по стриму. Да, надо на сегодня закругляться. О. Возможно, уже немножко подустал. Как-то стараешься, все равно, ну, не выходит. Давайте, да, на сегодня мы отдохнем. Встретимся на этой неделе по Ассасину Одиссею. На этой неделе это, наверное... Так, у нас завтра... Завтра у нас вторник, завтра Спелфорс надо тоже допройти, там осталось немного. И потом в среду, наверное, в четверг мы продолжим Одиссею, прохождение, еще, наверное, пару стримов, может быть, я не знаю, сколько там по сюжету. Вам большое спасибо за поддержку, спасибо, что нашли время, поддержали, забежали. От души вам. Вот, и давайте всем пока, не болейте, хорошего вам вечера, хорошего дня там. Завтра встретимся или послезавтра, как вам будет угодно. Давайте, всем удачи, добра, с вами был Мишаня, всем чао, какао, пока.